Всем привет! Ну-ка пишите, видите меня? Я смотрю тут список городов, перекличка. А ну-ка давайте, Питер, Башкирия, Нижний Новгород. Какие еще города у нас есть? Москва, конечно. Сегодня побольше, чем вчера людей на выходном смотрят. Давайте, пишите. Слышно, видно, хорошо? Я убеждусь. Это слово бесит меня вообще. Как правильно сказать? Когда я убедюсь, как правильно реально? Когда я буду убеждена. Давайте так. Не слышно ничего, не видно, не идет. А ну-ка, еще слышно, видно. Все остальные видим, да, все, класс, супер. Проверьте свое соединение. О, Нюрнберг. Нюрнбергский процесс. Окей. Ой, Киев, Анкара, Ейск, Ялта, супер, Пенза. Чего там не успела, убежала? Дальнереченск. Класс, Абакан. Короче, вообще у нас, конечно, орел мастеров. Житомир. Класс. Прикол. Житомир. Hello, Житомир. Почему-то Житомир. Почему я думала, что это в России? Простите мне мой географический кретинизм. Житомир это Украина, ладно, класс. Крымск, Гомель. Привет всем! Я очень рада, что меня смотрит такое большое количество людей. Ну что, начинаем. Поставьте мне плюсы, кто смотрел прошлый вебинар по стрелкам. Я бы хотела понять из 100, сейчас 150 человек в онлайне, сколько человек смотрело плотную стрелку. Отличаются, конечно, эти вебинары. Стрелка и теневая, ну и тень на веке, и теневая стрелка, но много общего все равно есть. Там нанесение анестезии, натяжение кожи тоже. Да. Я пока на вопросы отвечать не буду. Пожалуйста, вы сейчас поотвечайте на мои вопросы, у меня их парочка есть. И если у вас останутся вопросы после вебинара, я с огромным удовольствием на них отвечу, потому что сегодня в основном мы будем смотреть видео. Я сейчас чуть-чуть порисую в планшете. Такой огромный радиус мастеров вообще, которые смотрят сейчас меня. И у меня вопрос. Напишите, пожалуйста, в 3 словах, это для статистики, откуда вы вообще, в принципе, о нас узнали и когда покупали вот этот вебинар. Это мой Инстаграм, это Ютуб, это подружки, какие-то, может, форумы, не знаю. Супер. Эстония, Антверпен, Фау, вау, Уфа, Абинск, Великий Новгород, класс. Очень много, я смотрю, было, да. В конце скажите мне тоже, было ли полезно купить оба? Ну, потому что, на мой взгляд, они абсолютно разные. Ну что, начинаем. Этот вебинар по теневой стрелке, там у меня, как вы видели, девочка с большими глазами, работа была очень большая, на самом деле долгая, то есть у меня здесь будет видео, я уложилась где-то в 1:15 с отрисовкой эскиза и работой. Это долго, потому что не очень хорошо ложился пигмент, и плюс большая площадь на самом деле, хотя, блин, когда она села, такая глаза открыла, думаю, что, где весь этот километр теней? В тенях как раз-таки основное это то, что вот этот градиент мягкий, он должен быть настолько мягким во внешней части стрелки, чтобы он не имел четких границ, естественно. И почему он должен быть мягким? Потому что обычно тенями мы работаем или теневыми стрелками, или просто тенью. То есть там миллион глаз ваших клиентов и миллион вариантов рисования стрелки, теневой стрелки, теней и прочего. Вообще, в принципе, формы эскиза. Мы сейчас, конечно, затронем пару глаз, я порисую. Так о чем я говорю? Теневая стрелка и тени нужны вам в том случае, если века не позволяет нарисовать стрелку классическую. А на самом деле я с таким трудом нашла веки, которые позволяют нарисовать стрелку. Основное количество все-таки людей, клиентов, имеют складочки вот в этой вот зоне, и мы не можем стрелкой уходить, то есть века закрытая в той или иной степени. Это возрастные морщинки какие-то, либо это просто опущенное веко. Поэтому большему количеству людей, на мой взгляд, пригодится умение работать именно теневой стрелкой.
Инстаграм классно. Так, я включаю планшет и сейчас я порисую. Вот смотрите, на экране у нас женщина, в принципе, с наверняка открытыми красивыми веками в юности. И вот эта складка, которая, то есть у нас гравитационный птоз, веки опускаются, вообще вся кожа у нас опускается. И европейский, балтийский, какие там еще есть, очень часто глаза имеют нависающее веко. Не такое, конечно, как у корейцев и прочих, многих других азиатов, у которых прям вообще просто веко лежит на ресницах аж. Но, тем не менее, стрелку на таком уже не нарисовать, как вы понимаете, ну, практически. Единственное, там можно прям тоненьким вылезти кончиком. Короче, вот эти глаза просто созданы для теневой стрелки практически любой формы. Но, как всегда, мы стремимся к миндалевидности. Здесь еще и ресницы растут вниз. То есть, что бы я делала на этих веках, сейчас нарисую примерно. То есть, тут, наверное, можно несколько вариантов нарисовать. Как вы помните, всегда эскиз начинаем рисовать со сложного века. То есть, в этом случае у нас это левое веко клиента. Левое веко клиента, и, естественно, мы начинали бы работать с него. Итак, так, я сейчас выберу тень, непрозрачность. Закрой дверь, пожалуйста. Вот так нужно? Нет. Вот так? Так. Мам, ты знаешь, как там компьютер пишешь? Выключи, пожалуйста, звук, Юр. Угу. Так, смотрите. Чуть-чуть радиус уменьшу. Рисую я уже показывала на прошлом вебинаре, чем я в основном я рисую тенями черными пупа. Они очень стойкие, очень, очень хорошо держатся. Почти, не знаю, до конца процедуры можно даже протирать ими. Но я думаю, вы видели. То есть вот в этом случае, смотрите, и как бы я ни пыталась обойти стрелку вот на этом глазу, веко это будет мне мешать. Что же радиус мне не дается? Вот. То есть все, что я могу пропустить вот под стрелкой, глаз не украсит. Какого бы оно размера не было, какой бы там это ни было длины, формы и так далее. То есть, видите, да, опускает еще ниже. То есть, ну, бессмысленно абсолютно пытаться пройти под складкой. И в таком случае что мы делаем? Мы, как обычно, рисуем, пользуясь нашими линиями, внешняя треть глаза, чтобы глаз был миндалевидным, но опять напоминаю, это не абсолютное правило. То есть и вот здесь, допустим, мне хочется пройти вот здесь, прям по складке, смотрите. Самое как бы зло вот такой складки, двойной тем более, когда вот эта часть опускается, это то, что когда ты растянешь это веко, оно станет просто бесконечным. То есть там работа какой-то полметра прокрашивать, и это очень сложная работа в плане нанести пигмент равномерно, с градиентом на такое большое, на такую большую площадь. И как бы бессмысленная, потому что все равно прям очень красиво не будет. Неблагодарная работа. Поэтому я бы в этом случае, смотрите, естественно, тут прокрасить надо над веком немного и тень дать вот в этой части, во внешней уголка глаза, чтобы приподнять веко, чтобы визуально с расстояния, как обычно, где-то в метр, сообщение у вас, у клиента казалось, что не вниз смотрит глаз, как на самом деле на этой стороне, на той, где я еще не рисовала, а глаз имеет как бы направление миндалевидное и вверх. То есть, смотрите, я сейчас сотру лишнее здесь и оставлю то, что я бы оставила, в принципе, на этом веке.
Вот это нам не нужна уже часть. Я бы с самой полупрозрачной дымчатой частью, расход небольшой был, залезла бы вот в эту вот складку. То есть, знаете как, визуально, когда на человека смотришь, или он вниз смотрит, или там улыбается, поднимает брови, будет видно, что там есть кончик тонкий, что глаз имеет, короче, что тень имеет форму, и что у нее окончание тонкое, воздушное, уходящее в никуда, но складка это все съест, и как бы у вас века изменится по форме, только если вы дойдете до вот этой вот частью вашей дымчатой, до самой складки. Конечно, там внутри будет много работы, внутри этой формы. То есть сейчас визуально кажется, что это какая-то ерунда, почти маленькая стрелочка, но на деле, если растянуть кожу, здесь работы примерно на, не знаю, на сантиметр. То есть вы будете прокрашивать кожу сантиметр вот на таком веке, чтобы глаз изменился и выглядел ярче, привлекательней. Так, вот эта линия лишняя у нас, что-то я выскочила. И помните, да, всегда мы отклоняем, отходим подальше от клиента, чтобы понять, идет, идет ему или нет эта форма, потому что вблизи глаз может быть и смотрится симпатичным, но когда ты смотришь с расстояния в полметра, в метр, все выглядит совершенно иначе. Поэтому, как обычно, отходим, смотрим во время рисования. Короче, вот эта вот теневая, не знаю, что это, тень, теневая стрелка, и ее острый кончик, по сути, спрятан в складке, будет виден только если клиент смотрит вниз. Еще раз. Ну, вот на этом вот варианте я бы, в общем-то, и остановилась. То есть вот тут градиент вы уже определяете сами, насколько он у вас должен быть. Сейчас расход увеличим, чтобы сделать черную межресничку. То есть насколько он у вас будет плавный или жесткий, наоборот, или яркий. То есть у вас черная часть в стрелке в районе межреснички, и вот этот градиент на внешнюю часть зависит от того, во-первых, что вы обсудили с клиентом, а во-вторых, что в итоге получается. Потому что не все, что вы нарисовали в качестве эскиза, у вас получится на коже, потому что может что-то пойти не так. Будет ложиться плохо, или слишком бледно, или слишком будет больно клиенту. Короче, вариантов, чтобы что-то пошло не так, очень много. И больше, чем вот это, я бы на этом веке не рисовала. То есть глаз стал ярче, форму изменил, стал более открытым. Все, на этом мы и успокоились, тем более, что работы на нем конкретно будет еще много, очень много. Так, ладно, класс. Кончик в складке делать можно. Не то чтобы можно даже, а нужно во многих частях. Если вы делаете чисто тень, как мазок тени, бесформенный в общем и целом, который просто как бы меняет немножко насыщенность и немножко, может быть, форму глаза. Я видела такие работы, мне они, честно говоря, не нравятся. То есть я хочу, чтобы всегда завершалось чем-то таким, даже если это будет воздушное, но острым, уходящим вот вверх кончиком. Потому что, опять повторюсь, когда вниз смотришь, когда просто вообще не глазами туда-сюда машешь, этот кончик виден. А мазок теней, он выглядит всегда довольно странно. Вот такие глаза одни из самых сложных. Я прям ужасно не люблю работать на таких глазах. Хорошо, что мне не попалась такая модель. Глубоко посаженные, с ярко выраженными вот этими вот костями, глазницей вокруг глаза. Небольшие и в то же время нуждающиеся в том, чтобы их сделать ярче. Вот тут, в принципе, только межресничка у нее на глазах. Я думаю, что это какие-то остатки туши на самом деле. Опять выбираем более закрытый глаз. И, в принципе, здесь то же самое. И я бы не стала лезть вот в эту часть, в этих глазах, потому что они близко посажены и глубоко посажены. Конкретно на этом
примере вообще работала бы я только вот во внешней части и потом бы ныряла над глазом. То есть самое распространенное место, где тень ныряет в межресничку, это над зрачком. Почти всегда, чтобы изменить глаз, хватает прокрасить только внешнюю часть и завершить ее острым этим не листиком, а стрелочкой. Если закрыть опять вот этот глаз, то там может быть и очень много работы, но она будет на этом конкретном глазу довольно бессмысленная, потому что, повторюсь, глаз посажен глубоко, если будет очень много прокрашено тенью, то он визуально станет еще глубже, поэтому чуть-чуть можно сделать ярче во внешней части. И опять это даже не четкая стрелка, это теневая стрелка, это стрелка с распушенным концом внешним, вот внешней третью. И она снова может быть довольно, знаете, большой в работе. Просто здесь складка съест вот эту часть. Видите, глаз стал ярче. В принципе, для нее бы этого хватило. Межресничку, если прокрасить, не затрагивая кожу внешнюю, то было бы отлично вот конкретно для этой клиентки. То есть, если сделать, как многие мастера отказывают в стрелке, когда века нависшее, и делают только межресничку, вот такой глаз это визуально сожмет прям в точку. То есть, только чистая межресничка идет на самом деле не всем. Как бы считается, что она идет всем, а идет она довольно пушистым, ярким глазам. Пушистые, это я имею в виду, когда есть много ресниц. И в большинстве случаев, когда я видела межресничку чистой воды, вообще не выходящую ни на миллиметр за границу роста ресниц, это было некрасиво, это было мало, глаз смотрелся еще меньше. То есть лучше уж тогда не трогать, а самый лучший вариант это межресничка с распушенным внешним краем. А это уже тоже теневая техника, это явно не стрелка с плотной границей. И опять, как здесь нам зайти? То есть, ну, теоретически можно, конечно, там попытаться зайти в складку века, чтобы как бы эта стрелка имела какое-то удлиненное такое продолжение, но вы должны понимать, что опять эту кожу, если растянуть, там будет 1,5 сантиметра работы, и все это внутри, в глазнице, и работа эта бессмысленная, на мой взгляд. То есть все, что я бы сделала, я нарисовала до, хотя ей вполне идет себе стрелка, то есть если бы не было заваленного века вот в этой части, можно было бы и вытянуть. Но в ее случае я бы сделала только то, что я делала, вот нарисовала до того, как вытянула стрелочку. Так, уходим. То, что я хотела показать, сейчас покажу на бумаге. Ну, не на бумаге, а на белом полотне. Где у нас тут это? Это опять о направлении рисования штрихов, вообще, когда вы уже рисуете на клиенте. То есть я это буду показывать, и это будет видно, конечно. И эх, жизнь моя жестянка. Типа кистей. Так, а куда делась у меня это? Хотела как лучше и побыстрее. Давление, наконечность, произвольность, случайный выбор, расход. Вот интервал. То есть меня постоянно спрашивают о скоростях, какую скорость использовать, какая скорость движения руки, пиксели, почему у меня не получается пиксели на тенях. Вообще, на самом деле, я вам хочу сказать, что я противник пикселей на тенях. То есть пиксели, что мы подразумеваем под словом пиксель, это точечка, когда явно видны точечки на глазах. Опять, если я не хочу это себе, я не горю желанием это делать клиентов. Как вы можете добиться пиксельности? То есть если у вас можно замедлить машинку до такой степени, чтобы она начала рисовать прям точками. То есть если мы увеличим вот этот штрих, видите, на большом, почему такое качество? Нам нужно лучше качество. Это нет, это у меня тут.
Короче, если у вас скорость на машинке, допустим, это Cheyenne Thunder, допустим, это скорость там 10, да, я примерно на 9,5, на 10 работаю. Если передо мной кожа сухая, возрастная, тонкая, сосудистая, я чуть-чуть понижаю скорость, чтобы не травмировать слишком сильно. Если кожа плотная, молодая такая, знаете, прям почти не тянется, то я могу увеличить скорость там 10, 10,5 поставить и махать быстро, чтобы появлялись у меня не точки, а дымка, чтобы появлялась. Как бы, это как бы идеальный вариант. В каких случаях у нас появляются точки? Когда вы понижаете скорость, и когда скорость движения вашей руки медленная, то есть не быстрая. То есть теоретически на тенях можно работать даже... Я все пытаюсь понять, почему у меня так плохо видно. На тенях можно работать даже, допустим, с Шайеном, который замедлен до 6,5-7. И там лягут пиксели, да, там будут точечки. То есть у вас будут такие уверенные движения, когда вы четко проводите почти, знаете, как скорость движения, как волосок вы проводите, но ваша машинка замедлена настолько, что у вас остается не линия, а как бы серия точек. И сериями точек вы прокладываете форму той тени, которую задумывали. Почему-то я не могу добиться, чтобы мне тут рисовал планшет так, как я хочу. Ладно, вот так тогда, ладно. Допустим, у нас глаз. Ручкой нарисую. То есть у нас глаз, пусть он будет открытым. И вот тут у нас зона теней. Пусть они будут... Кстати, когда вы рисуете в складке, в районе складки, то есть когда у вас попадаются глаза, которым необходим листик. Вот этот листик, это то, что я не очень люблю делать. То есть когда вот такая вот форма с пустотой внутри, то есть такую форму рисуют в том случае, если веко нависшее, и если хочется вот эту часть выделить тенью, чтобы как бы глаз смотрелся более объемным. Я считаю, что это нужно делать декоративной косметикой. То есть наша зона работы, на самом деле, это в районе ресниц, над ресницами, чтобы выглядел глаз более миндалевидным. Вот эта вся зона, на ней, конечно, можно работать, и более того, на ней ложится пигмент лучше, чем на какой бы то ни было еще другой зоне. Но, короче, зона для работы с тенями не очень хорошая, потому что всю жизнь ходить вот с такими тенями, а они лягут надолго, я бы тоже не хотела и не хочу это делать для клиентов. Так, теперь я выбираю точки. Смотрите, у нас есть несколько вариантов, как мы можем прокрашивать, как мы можем прокладывать штрихи. То есть первое, что мы делаем, конечно, как всегда, это фиксируем вот эту нижнюю линию. То есть я с нее и, конечно, начну. Посмотрите, я сейчас рисую, это как бы такая имитация того, что происходит в коже. Я не смогу никак передать вам это, если снимать буду видео, потому что игла все черное, все такое маленькое, что туда прям реально сложно добраться, чтобы что-то снимать. Поэтому я рисую вот примерно так. Смотрите, сколько я уже сделала штрихов, а стрелка все еще рыхлая. Понимаете, да? То есть если у вас скорость аппарата невысокое, движение руки медленное, то, не знаю, штрихов за 15 вы проложите довольно яркую вот эту вот часть, зафиксируете самую главную линию, как вы помните, которая идет у нас по низу стрелки, по низу тени, по низу теневой стрелки, плотной стрелки, любой. Это самая важная линия, нижняя линия, которая показывает нам границу, ниже которой опускаться нельзя. Все выше вы уже можете сравнивать глаза друг с другом, как бы уже не страшно потерять. Движение ваше может быть только на себя, допустим, да, и вы прокладываете вот такие вот штрихи по мере удобства вашей руки. То есть если вам удобно на этом конкретном глазу совершить мах длинный, который закроет собой там от начала стрелки
и до межреснички движение руки удобное будет, и глаз удобный, без всяких рельефов, там, впадин, углублений, не знаю, костей выпирающих, то вы можете это движение совершать, но чаще всего оно все-таки неудобное. Поэтому, как и везде мы работаем блоками, просто наши расстояние между штрихами гораздо большее, чем если бы я работала, допустим, на бровях, и мне бы надо было прокрасить побыстрее, поплотнее, на губах, на бровях, как и везде. То есть я прохожу, пока мне удобно, одинаковым штрихом, блоками до туда, докуда мне это нужно делать. Естественно, этого недостаточно. То есть что будет, если вы сотрете? Будет примерно такая же картина. Где-то 3 штриха рядом, 3 точки, вернее, рядом, где-то пустота. Ну, этого недостаточно. То есть дальше мы выдвигаемся вдоль стрелки вверх. Вот эта зона у нас уже штрихи еще более на большем расстоянии друг от друга находятся. Понимаете, да? Почему? Потому что все воздушнее у нас находится выше, все воздушнее, прозрачнее. И вот здесь уже зона, где тоже, знаете как, если считать штрихи, как бы это поднатужиться, но можно посчитать, когда я вам буду видео показывать. То есть, если там на блок идет у меня, допустим, 30 штрихов, то когда я поднимаюсь на блок выше, там уже 20-15 штрихов. То есть я добиваюсь воздушности большей не изменением нажима, ни в коем случае, потому что вы должны работать на одной глубине, а просто уменьшением плотности. Запомните, пожалуйста, это на всех зонах, в принципе. Это не изменение нажима, уменьшение плотности. Изменение нажима может быть только в зоне, допустим, если это бровь, и вы работаете в хвосте, и вы работаете в головке. Это разный нажим, безусловно. Но если вы одним блоком идете, допустим, в головке, и вам нужен градиент, прозрачная внешняя часть, то это всегда только изменение количества штрихов. Смотрите, что я делаю потом. Это можно делать даже не стирая. Я опускаюсь вниз к межресничке и усиливаю еще раз. То есть прокладываю здесь точно так же штрихи, такими же ныряющими в межресничку движениями, для того, чтобы усилить нижнюю часть. То есть это градиент. Он создается примерно таким образом. Штрихов много, они не всегда ложатся вот так вот, когда ты прошел весь глаз. Вы можете работать блоками. Я как бы сейчас показываю в общем, как вам нужно прокрашивать, чтобы был градиент. И яркость ваша сосредоточена всегда, как вы понимаете, в районе межреснички. Штрихов должно быть реально много. То есть вы проходите, стираете, смотрите, что осталось, проходите еще раз. Я не рекомендую вам работать не стирая. Более того, я вас хочу заставить каким-то образом стирать постоянно, проверять, легло или не легло, потому что где-то палец проскочил, где-то было неудобно, где-то ослабили нажим, где-то скачок произошел, то есть шли плотно-плотно, потом бах, скакнули, и у вас там осталась пустота. Вы не можете работать по этой картине, не проверив, оно легло или не легло у вас, потому что где-то пигмент мог лечь, а вы проскочите еще раз по нему, по этому месту, и усилите пятно, которое уже не изменить. Потом помнить вы должны, что вообще, в принципе, начинать нужно от темного к светлому. Всегда это работает правильно, поэтому старайтесь работать таким образом, чтобы у вас, сейчас нарисую второй глаз, чтобы у вас была ваша работа безопасной. Потому что если вы начнете работать от светлого к темному, то есть от внешней части теней, спускаться вниз, вот эти ваши первые штрихи на коже, где она должна быть нежная дымка, полупрозрачная и красивая, они могут быть критическими. То есть вы с этих первых штрихов положите пигмент так уже ярко и глубоко, а это высокий риск этого, потому что вот здесь кожа сухая, на ней ложится очень хорошо пигмент. Вот, и вы можете испортить уже заранее. Вам придется все делать гораздо более ярким для того, чтобы сравнять. Я сейчас наглядно покажу, о чем я говорю. То есть вот у вас глаз, и вы начинаете работать, допустим, вот с этой вот части. И вот вы положили несколько штрихов, нечаянно создали пятно какое-то, и вы вот сюда прошли к нижней линии. И вы понимаете, что самая яркая линия-то у вас в межресничке, то есть вам нужно все прокрасить настолько ярко, чтобы вот эта вот часть, которая внешняя, которую вы тронули случайно, чтобы она
не выглядело ярко. Либо вам надо вообще просто останавливать процедуру и говорить: уходи, заживай, придешь, посмотрим, как оно легло. Но вы же не будете этого делать. Поэтому, чтобы избежать этой ошибки, слишком большого количества пигментов в коже, особенно в той части, где у вас должна быть дымка прозрачная, всегда начинайте свой блок из темного места, то есть нижняя часть, ну то есть межресничка. Понятно, да? Ну и еще один вариант, как штриховать, потому что я использую всяко разные штрихи, всякие разные, и бывает, что на одном глазу я делаю штрихи там на себя, на другом от себя, или вот вообще параллельно межреснички. Это один из самых моих любимых способов штрихования. То есть я начинаю, тут видно, даже здесь у меня стоит рука, как обычно. То есть я начинаю из темного места и блоками поднимаюсь вверх. Чем выше я поднимаюсь, тем у меня получается меньше штрихов. Начинаю из нижнего блока, то есть, из межреснички, то есть там у меня штрихов много, к внешней части у меня получается штрихов мало, но нажим не меняю я. Единственное, если вы начинаете работать, допустим, прямо из межреснички, конечно, в межресничке нажим всегда больше, но как бы мы говорим о тенях, мы говорим о внешней поверхности, не о межресничке. Как бы я просто оперирую этими словами, что вот межреснички. То есть вот много-много-много штрихов у межреснички, и затем мы поднимаемся к внешней части, и там уже буквально, не знаю, 5-6 штрихов. Когда я убеждаюсь, что я положила пигмент правильно, что я почувствовала именно эту кожу, когда я уверена, что вот нажим я поняла, скорость движения руки поняла, натяжение кожи поняла конкретно на этом глазу, я выдвигаюсь вот к этой внешней части, к этому кончику стрелки, который должен быть у нас прямо тонкий, красивый, фееричный, насколько это возможно. То есть опять, смотрите, я делаю много штрихов по стрелке, потому что она все-таки должна быть чуть более яркой. И мало штрихов в районе, в районе, вот, где у меня должна быть воздушная часть. Тут, конечно, кладет хаотично как-то у меня планшет, эти пиксели. Хотя, знаете, в растушевке на самом деле машинка тоже кладет не так, как мы хотим. И я вам покажу это на примере работы именно уже на коже. И здесь, наверное, тоже получится. Когда у вас очень стабильное движение руки, и вы кладете штрихи на одинаковом как бы расстоянии, то очень часто создаются такие пятнышки, полосочки. Но вот здесь у меня сейчас не очень получается. То есть это в большей степени подходит именно к машинке, потому что движение руки одинаковое, движение иглы одинаковое, и она, получается, кладет точки в одном и том же месте, вы просто как бы продвигаетесь в сторону, и получаются вот такие вещи, смотрите, как вот сейчас я выделю красным, как вот здесь вот. Когда точки соединяются между собой и образуют такие, знаете, как бы какие-то пятнышки непонятной формы. Поэтому тоже я не люблю именно работу пикселями, потому что более опасно работать именно так, образуются в некоторых местах вот эти вот пятнышки. Опять уходим в черный. Вот. Ну и примерно в таком ключе, то есть вы усиливаете нижнюю линию в зависимости от глаза, в зависимости от того, где у вас должна тень располагаться, потому что я очень часто работаю, уже особо не использую анестезию, когда первичная анестезия мною снята полностью, я работаю на глазу и постоянно прошу открыть, то есть они открывают, я смотрю, где именно мне надо расположить, потому что любая тень, любой эскиз, все абсолютно у вас сотрется в работе, потому что мы без конца стираем этот черный или коричневый пигмент. И тут остается только понимать, где должна располагаться тень, и располагать ее слева и справа на одинаковом расстоянии. Я имею в виду, что тот самый основной акцент, который меняет форму глаза, делает его ярче, красивее и так далее.
Поэтому бояться, что клиент не сможет открыть глаз или там ему что-то попадет в глаз, не надо. Можно постоянно просить приоткрыть. Ну, я покажу вам, как я это делаю. Я закрываю один глаз и прошу быстро открыть, чтобы я просто глянула на то, как выглядит стрелка при открытом глазе. Потому что то, что при закрытом красиво, при открытом может быть выглядеть ужасно некрасиво. Поэтому постоянный контроль в работе и постоянное протирание кожи. Короче, направление движения. Сейчас я уберу уже эти интервалы. Они меня запарили. Чтобы была линия. Направление движения может быть вот таким. Когда вы создаете движение туда-назад, оно оба в коже на вылет. То есть вы не находитесь постоянно в коже, как на межресничке или на плотной стрелке. То есть вы в кожу не входите на совсем, а это такое как бы гладящее движение, больше всего похоже на растушевку на бровях или на середину губы, когда вы прокрашиваете. Я постоянно своим студентам говорю, вот у нас, кстати, идут сначала брови обычно 4 дня, потом 2 дня губы, потом 2 дня веки и потом экзамен. И вот на губах я все время говорю, так, смотри, вот пришло время тренировки. То есть вот эта зона, она очень сильно похожа на вот эту зону. И на губах вашего клиента вы можете откатывать градиент, вы можете рисовать там стрелки, потом закрасить. Теневые стрелки разных форм, направления в разные стороны. Очень похоже, очень рекомендую. Постоянно на моделях мы откатываем. Они не знают, правда, я заранее предупреждаю. Итак, направление как бы вдоль межреснички, вдоль стрелки может быть вот такое. И оно может быть, где там наш второй глаз, вот такое. То есть тут уже как вам удобно. Туда-назад на таком движении мне неудобно, поэтому я его делаю только вот в эту сторону, на себя. И получается на втором глазу я его делаю, блин, как тут показать? На втором глазу, ну давайте, я не зеркалила глаза. Ладно, я нарисую новый глаз. Невелико художество. На втором глазу у меня движение вот в эту сторону идет. Если я делаю на вылет его такое одинарное, то есть вот такое движение, оно для меня удобное конкретно. Я чуть-чуть поворачиваю голову. Есть еще вариант движения тоже вот такой. Самое главное, это не куда направлено ваше движение, а стабильность. То есть стабильное прикосновение кожи, правильный нажим одинаковый, потому что если вы будете закапываться, то есть если ваше движение не идет вот так постоянно на одной глубине, такое гладящее, а если вы работаете вот так вот, закапывающимися движениями, то, во-первых, будет больно клиенту, а во-вторых, у вас будут пятна, отеки, синяки, подтеки пигмента и нестабильность, неравномерность самого вашего прокраса. Так вот, если вот это вот наша как бы стрелка, то движение может быть даже вот таким. То есть вы создаете такое движение. Самое главное, чтобы вы не забывали про форму. Потому что таким движением, на мой взгляд, оно опасное, им может пользоваться только очень опытный мастер, потому что чаще всего вот здесь будет трэш. То есть вот здесь надо наклонять уже, то есть если здесь удобно прям размашисто поработать, то вот здесь вы в кончике должны наклонить и вот таким образом уйти, чтобы вот эта мягкость и воздушность у вас сохранилась. И вот здесь уже такое на вылет движение во внешнюю часть, не знаю, не дыша, прям еле-еле прикасаясь, чтобы ни в коем случае не сделать слишком ярко. Вот. Ну и, естественно, на этом глазу, который ближе к вам, точно так же может движение быть параллельное контуру, и оно самое простое. То есть, если представить, что вот это вот у вас бровь, вот у вас ваш глаз – это бровь. И смотрите, нижняя часть брови у вас – это плотный прокрас, а внешняя часть брови у вас – это градиент. Представьте себе, что это вот бровь. Бровь вы уже освоили, вы ее не боитесь. И по сути вот так вот от нижней части плотно параллельными штрихами, блоками проходите наверх. И все, и будет вам счастье. Я все время своим тоже студентам говорю, ваши губы – это бровь.
ваши веки, тени, стрелки, это все это тоже бровь. У вас одинаковое движение, если работать блоками, не хаотично. Потому что очень многие мастера работают просто вот так вот хаотично, как художники настоящие. Так, давайте я чуть-чуть сейчас поотвечаю на вопросы, и мы начнем смотреть видео. Так, у нас были выключены вопросы или нет? Включены. Так, чем рисуете эскиз стрелки? Почему у меня прокрас не остается? О приложении не буду, приложений миллион, планшетов миллион, гуглите, я о нем постоянно говорю. Почему прокрас не остается? У вас есть несколько причин. Неправильное натяжение кожи, неправильная глубина, неправильный вылет у иглы и неправильная глубина работы. И что еще? И недостаточная плотность. Чаще всего это недостаточная плотность работы, вследствие того, что игла была плохо настроена, вы не чувствуете кожу, не понимаете, на какой глубине класть, и работали долго, клиент устал, ему стало больно. И когда мне показывают работы, говорит: смотри, я же сделала все правильно, она черная, но почему она не зажила так, как я хотела? Я говорю: ну подожди, она даже не черная, она смотрится коричневой, то есть даже черная стрелка может зажить неравномерно. А если уж она свежей смотрится такой серо-коричневой, просвечивается местами кожи, то совершенно точно она заживет неправильно. То есть, чтобы вы понимали, черный глубокий цвет, когда вообще кожа не видна, никакие оттенки не видны, это я сейчас про межресничку и там нижнюю часть стрелки или плотную стрелку, и тогда будет вам счастье. Все заживет. С тенями все сложно на самом деле. Вы не можете прокрасить слишком ярко, потому что тени обычно заживают без потери цвета. Часто такое случается. Почему так выглядит? Потому что анестезия срабатывает, и в момент, когда вы смотрите, вы закончили процедуру, как бы кожа побелевшая, нету цвета кожи самого, и когда анестезия примерно через час перестает действовать, тень становится ярче. И когда сходят корочки, к вам приходит клиент, и иногда то, что зажило, выглядит даже ярче, чем у вас на фотографиях сразу после. Именно вот такой эффект, чуть холоднее может выглядеть, но ярче. Поэтому я не рекомендую делать ярко, делать с учетом того, что 20, 30, 40% уйдет. Нет, готовьтесь к тому, что на тенях у вас останется даже ярче, чем вы предполагали. Эскиз я рисую гелевыми ручками, которые легко стираются одним движением, или тенями, как я уже говорила, пупа. Правильная глубина к вам придет только с опытом работы и анализом своих работ. Сразу после макро, максимальные ракурсы, натянутая кожа, проверка, где там лежит, не лежит под микроскопом. И когда заживает, приходит, это при условии, что клиент идеально ухаживал. Но вы должны еще учитывать, что клиент, там, не знаю, в половине случаев ухаживает неправильно. Поэтому имейте в виду это. Как не потерять эскиз, когда стираем? Это я сейчас покажу на видео. Сколько в коже держится теневая стрелка. На все вообще на тенях, на веках работы рассчитывайте, что будет держаться долго. Там, от 1,5 лет до 3-4 лет. Даже теневая стрелка. Поэтому не перебарщивайте с насыщенностью и с формами безумными. Как минимизировать отек на веках? Но это не травматичная работа, и, как ни странно, то, что вы делаете в процессе, как вы натягиваете кожу, как вы протираете, я сейчас покажу. У меня мало очень отека на веках, его почти нету. Либо он появляется и тут же пропадает, как бы ушел с глаза 5 минут, и он пропал совсем полностью. Если вы возьмете себя, возьмете ватный диск, такой полусухой, то ли не сухой, и полчаса потрете себе веко, оно у вас вспухнет, вот просто вот так повиснет пельменем, чтобы вы понимали. Очень часто отек случается из-за правильного протирания просто зоны работы. Так, как без анестезии работать. Как раз таки, если вы будете работать без анестезии, вы почувствуете глубину, на которой не очень больно. Но на веках я работаю все равно с анестезией, я не люблю.
работать без анестезии. Какой толщины иглы? 0,3 я работала иглой. Так, спасибо. Так. Что рисуем первым? Межресничку, а потом стрелку. Нет, я всегда начинаю, вернее, не всегда, почти всегда начинаю с теней, потому что это самая большая работа. Ее надо делать, пока глаз не отекший, потому что если вы поработаете долго на межресничке, у вас такая, знаете, колбаса вспухнет над межресничкой, бугор. То есть у нас и так глаз весь неровный, он не бумага, на нем тяжело работать. А если у вас будет вот этот бугор, то еще сложнее будет класть тень. Поэтому начинайте с тени, потом вы прокрашиваете межресничку в один проход, потому что вы научились это делать, посмотрев мой прошлый вебинар по стрелкам, да? Так. Опять вопросы повторяющиеся. Некоторые мастера разбавляют пигмент, чтобы добиться градиента. Есть ли в этом смысл? На самом деле, я не разбавляю сейчас пигмент. Вообще я работаю одинаковым по плотности. Даже я на брови, допустим, капаю воду для инъекций 6,2, как обычно, когда растушевка. А на веках я не использую, чтобы побыстрее поработать и побыстрее уложить пигмент. Но когда вы боитесь и только начинаете, то вы можете разбавлять, только разбавляйте до такой степени, чтобы не поливало, потому что у вас постоянно будет течь пигмент с носика, если разбавить очень сильно. Не советую на самом деле. Но если будете разбавлять, это убережет вас от каких-то таких дурацких ошибок, типа стыков, там пятнышек. Поэтому я думаю, что в первое время разбавлять стоит. Тени делайте тем же самым пигментом, что и саму стрелку. Нет, стрелка черная, а сама тень у меня, допустим, последний раз вот на этом видео, которое вы будете сейчас смотреть, у меня каштан, брюнет, то есть самый яркий наш цвет, и 2 капли, 6 капель брюнета и 2 капли черного цвета, просто чтобы убрать. У нас брюнет, он такой с теплинкой, этого не должно быть на веках, поэтому я добавила черный цвет. Давайте, наверное, здесь вопросы те, которые я буду озвучивать в любом случае на видео. Давайте начнем смотреть видео. Посмотрим сейчас его 15 минут, уйдем на перерыв и досмотрим после перерыва. Параллельно буду отвечать на вопросы, когда будут какие-то повторяющиеся движения. А то я сейчас зависну на отвечании вопросов. Так, мне нужно запустить видео у себя, чтобы мы делали скриншоты. Что, на раз, два, три? Давай, раз, два, три. Так. Ну что, первое движение, которое я совершаю при работе на веках, при отрисовке эскиза, это беру их голову и выпрямляю ее по горизонту, потому что все сидят криво, и я постоянно вижу, как мастера, не пытаясь выровнять голову, начинают рисовать стрелки, и они, конечно, будут очень сильно несимметричны. Рисую, как я видите, тонкой кисточкой, я от фонаря просто купила, пришла в какой-то Ривгош или Литуаль, не помню, магазин, и попросила кисточку для того, чтобы рисовать стрелки тенями. Они мне дали их миллион выбор, то есть на свой кошелек выбирайте кисточку. Она очень маленькая, очень тоненькая, но тем не менее ей рисовать гораздо проще и быстрее, чем гелевой ручкой, допустим, и подводка. Это вообще страшная вещь, ее фиг сотрешь с глаз. И постоянно я выравниваю голову, как вы заметили, да, потому что она сидит, она не чувствует, она берет и наклоняет ее в удобную для нее сторону. Тут у нас, в принципе, глаз-то красивый, молодой, но он там светлые ресницы и чуть-чуть завалена внешняя часть. По желанию было вытянуть, поднять как можно больше. Кверху такой кошачий как бы взгляд придать ее глазам. Рисую, видите, как бы толстый мазок кисточкой, а потом вокруг лишнее стираю и увожу в тонкое. И я прорисовываю всегда только стрелочку, как бы само направление, а тень я напыляю в процессе, глядя на глаз. То есть пока я на нее смотрю, я понимаю, что мне кажется, что у нас не очень синхронно. Мне надо, чтобы было синхронно. Пожалуйста, сделайте мне, чтобы видео было синхронным. Я сейчас остановлю, покажу. В ее случае нам надо было во внешний третий глаз
сделать такой акцент, чтобы казалось, что густые пушистые ресницы и как бы и насыщенность максимальная вот в этой части, в том месте, где прогибается как бы стрелка. И на самом деле, мне кажется, это самое нормальное место для, спасибо, для тени. Потому что над зрачком тень нужна только в случае, если это плоский глаз, когда он вот такой вытянутый, плоский. На прошлой стрелке я показывала такой глаз, отрисовывала эскиз. То есть то, что я там рисовала плотной, как бы стрелкой, можно рисовать и тенями, это будет даже лучше на самом деле. Плюс, что я делаю еще? Я ставлю так пальцы, чтобы у меня глаз был зафиксирован во время рисования. То есть я придерживаю, чтобы она не могла моргать. И слегка натягиваю кожу, и вот этот палец у меня уходит наверх, натяжение кожи. То есть мое направление всегда стрелок вверх, поэтому ни в коем случае никуда, кроме как вот так наверх. У нее светлые пушистые ресницы, которые мешали очень сильно работать. Такие русые. Ну и все, в принципе, рисование – это поиск формы, которая подойдет этому глазу, которая будет минимально искажена складкой, потому что здесь века-то тоже, видите, очень близкая к тому, что почти некуда выводить складку. Складка мешала стрелке. Поэтому так, на какой коже нельзя делать такую стрелку? Почти что ни на какой. То есть как раз теневую стрелку или тени можно делать почти на любой коже. Вот плотную стрелку есть куча ограничений, когда нельзя. На теневой стрелке у вас больше возможностей, конечно. Так, что тут у нас уже анестезия? Анестезия у нас Light Dep. Анестезия наносится крайне аккуратно. И вы должны не задеть ресницы, потому что из межреснички очень тяжело доставать анестезию, и она часто, там уже мокрое место, и со слезой попадает в глаз. Как вы помните, секунд через 10-15 она сработает, и клиент ваш перестанет чувствовать жжение, покалывание, но процесс разрушения роговицы будет идти. Поэтому старайтесь наносить анестезию, чтобы между ней и ресницами у вас оставался еще примерно, не знаю, полмиллиметра как минимум. То есть не надо сильно смело, пусть лучше им будет неприятно, зато вы будете абсолютно уверены, что ваш клиент в безопасности и анестезия в глаз ему не попала. Напоминаю, что в первичной анестезии содержатся вещества, которые меняют структуру кожи, она становится проницаемой для действующих ингредиентов, того же самого лидокаина. И именно эти вещества при попадании на роговицу ее могут разрушить. То есть вот это и будет ожог роговицы, который сложно лечится и вообще создает проблемы клиенту. Представьте себе, что вы можете сделать клиента вашего инвалидом. То есть попадет много очень анестезии в глаз, и процесс будет такой, что просто там какой-нибудь степени, когда к слепоте привести это может. Испугайтесь сами, испугайте вашего клиента, и тогда вы поймете, что лучше пусть он чуть-чуть потерпит неприятное ощущение. Тем более, что анестезия лежит за миллиметр до ресниц у меня, видите, совсем не тронуты ресницы, но она сработает и там в том числе. Я накладываю пленку, и вот эти движения, смотрите, я как бы ее отгоняю еще от межреснички. Видно, да, это? Прям чтобы она пленку не приплющить, и чтобы она под пленкой пошла в глаз, а наоборот ее отгоняю. Здесь сверху может сколько угодно лежать количество анестезии, тут уже нам все равно. Вот, а в межресничку она ни при каких обстоятельствах не должна попасть, и уж тем более в глаз, потому что это анестезия для кожи. Больше никакой я не использую, ну, в смысле, дальше коктейль, я имею в виду никаких алкаинов или еще каких-то веществ, которые глаз обезболивают, и вам не советую, потому что вы должны быть, ну, ваш клиент должен все чувствовать и вам говорить, если что-то пошло не так. Иногда пигмент попадает в глаз, и пигмент тоже бывает основа какая-то такая, которая вряд ли она создана для работы в глазу, поэтому может это вызвать дискомфорт и какие-то ощущения у вашего клиента, вам надо промывать глаз в течение всей процедуры несколько раз, чтобы пигмент в глазу не скапливался.
Ну и оставляйте минут на 7, не больше. До 10 минут я держу обычно анестезию на веках, чтобы вот этот процесс изменения кожи не был прям такой, знаете, когда это начнет мешать моей работе. Как видите, снимаю анестезию, и в принципе она в районе ресниц, ее и нет, но тем не менее еще обязательно нужно осушить кожу, чтобы вообще даже намека на нее не было. Короче, относитесь к своим клиентам, как будто это ваш ребенок лежит, и вы боитесь ему что-то испортить. Вы же работали бы со своим ребеночком трусливо, боясь испортить, боясь переярчить, боясь заглубиться, боясь сделать больно, там, пятнисто, слишком большим. Вот представляете, или свою маму, или свою дочку, если у вас есть. И тогда ваша работа изменится. Хотя иногда надо включать зверюху, чтобы работа все равно сдвинулась. Короче, сплошные компромиссы. Осушаю обязательно салфеткой, потому что могут быть какие-то незаметные частички, которые я как бы глазами не вижу, но они там, тем не менее, максимальные. Как видите, снимаю анестезию сразу с 2 глаз, потому что у меня был опыт, когда я оставляла анестезию надолго на 2-м глазу, типа чтобы было не больно, пока работаю на 1-м. Во-первых, со слезой, которая выделяется сразу из 2 глаз, может попасть внутрь, а во-вторых, кожа менялась настолько, что работать на ней было вообще невозможно, отвратительно просто. Поэтому больше 10 минут никогда не держу, она срабатывает достаточно для того, чтобы сделать первый проход, как бы повредить кожу, зафиксировать эскиз и повредить межресничку. Что я делаю дальше? Смотрите. Так как у нас стрелка теневая, она не прям четкая, и она должна хотя бы 1/3 во внешней части иметь полупрозрачной, так можно сказать? То есть 1/3 внешняя должна быть полупрозрачна. Смотрите, я ставлю точку там, где она должна закончиться. Это та же самая нестираемая ручка, вот эта пилот J1. В стрелке я прокрашиваю прям плотненько красным цветом, потому что я боюсь потерять, и вам советую бояться потерять ваш эскиз, а эта ручка вам не даст его потерять. И точка мне говорит, что я до нее должна дымкой создать тонкий кончик. Прям уже дымкой-дымкой. Если я прорисую вот так вот плотно все красным цветом, то мне будет плохо видно дымку, и я могу как бы переборщить. Поэтому вы можете вот такой вот мой способ тоже использовать. Либо даже можете, знаете, бывает нужна прямо не то, что плотная теневая стрелка, как в этом мне случае она была нужна, а прям чтобы это была тень. То есть вы можете поставить несколько точек буквально, чтобы видеть пространство между ними, чтобы вы видели, как ложатся ваши штрихи, как ложатся ваши точки на коже. Я промокаю излишки красного геля салфеткой для того, чтобы там со слезой не потекло, не знаю, чтобы не было мучительно больно. Так, много-много штрихов. То есть много-много это значит на вот эту вот стрелку толщиной, не знаю, 2 миллиметра, их может быть 30-40. Тут же я начинаю фиксировать тень. Посмотрите на натяжение моих на пальцы, как они лежат. Сейчас мы сделаем на этом акцент и поставим на паузу. На 1, 2, 3, да? Ставим 1, 2, 3. Поставили. Так, это важный момент. Смотрите, на маленьком фото видно, как я держу руки. Моя ладонь лежит на лбу. Я держу лоб ее, голову ее таким образом, чтобы она не могла повернуть влево-вправо. Кажется, что моя рука лежит как бы легко, но на деле я ее прям пригвождаю, тоже странное слово, придавливаю ее голову к кушетке, то есть она не может повернуться, дернуться, ничего не может сделать, потому что любое движение вашего клиента чревато для вас пятном, заглублением, ей больно, и все, процедура испорчена и так далее. Но тут сейчас речь не об этом, а речь о натяжении кожи. Сейчас я сделаю скрин. И когда я покажу вот это, мне надо будет выйти в галерею. Ну это же тоже... Мне надо будет на планшет переключиться, хорошо? То есть... все, он же и так планшет, туплю. Посмотрите, мои пальцы лежат каким образом. Вот эта вся поверхность, где я красным сейчас очерчиваю,
Это зона соприкосновения моего пальца с кожей, то есть он лежит плашмя. Если сильно увеличить вот эту часть, посмотрите, видите? Сейчас увеличу толщину. Это важный момент, потому что я говорю об этом на словах, подхожу к своему мастеру, а у нее пальчики вот так вот лежат, только кончиками держат глаз. Иногда на некоторых глазах это работает, но не в этом случае. Ну, не во всех случаях это возможно. Смотрите, вот тоже зона. Палец лежит на брови, расплющивает круговую мышцу глаза, натягивает кожу в две стороны, причем, знаете как, вот в эту сторону я тяну и вот в эту я тяну. Знаете как? Я ставлю руку сначала на бровь, вот этой вот частью, на бровь, поднимаю ее, а потом уже ставлю весь палец на глаз. Понятно? То есть и у меня получается расплющено и натянуто в сторону брови. Так, и что тут я еще хотела сказать? И вот это важная часть. Смотрите, когда я работаю на тенях, мои пальцы заходят на ресницы. Смотрите, он как бы зашел на ресницы и дотрагивается даже до нижнего века. Ну, как бы до щеки, что ли, как это объяснить. То есть он лежит прям просто плашмя. Потому что в зоне работы стрелки и на межресничке пальцы лежат немножко по-другому. Я покажу вам это тоже в работе. Потом, смотрите, здесь не видно второго пальца. Вот этот палец, он тоже весь лежит. То есть у нас есть могучая круговая мышца глаза, которая основана на рефлексах. Еще раз, вы наверняка много раз замечали, я как велосипедист это постоянно замечаю, глаз захлопывается и потом ударяется муха или камешек. Я не видела его, я даже не могла предположить, что он мне прилетит, но у меня глаз захлопнулся. Я 100 раз это проходила в горах на большой скорости, когда с горы едешь. Поэтому это сплошные рефлексы, там какая-то рептильная часть нашего мозга отвечает за то, что мы моргаем и успеваем моргнуть до того, как что-то нам в глаз попадет. Вот. Клиенты почти всегда не могут контролировать свой глаз. Он у них дрожит, трясется. У нее он тоже трясся, но у меня на видео это не видно. Она у нее вот так вот мелко дрожала, и я растягивала кожу и фиксировала ее глаз. И это было довольно сложно, то есть она всю процедуру мне мешала работать. Но на видео выглядит она как мертвая, потому что у нее нет шансов открыть глаз. У нее нет шансов повернуть голову, я держу ее. Понятно, да? То есть в ваших руках голова вашего клиента. И она должна быть послушной. Так, и что я хотела? Я сейчас вам покажу, где я это сделала. Смотрите, вот у нас веко. Посмотрите, какой оно сложной формы. Причем это веко я сейчас сфотографировала прямо перед началом процедуры, вебинара. Оно вот такое, но и веки есть разные. Самое мое ненавистное веко, это когда вот здесь идет вот такой бугор. Просто оно так устроено. И он идет вот так во всю длину, то есть вот такой вот бугор. Понятно, да? И туда идет в глаз, ну как бы он по всему периметру ресниц. Просто не люблю для теней сложное место, потому что это место растянуть очень тяжело. И получается, оно мешает и создает во время штриха у вас неровная поверхность и создается уплотнение. Поэтому обычно там только параллельными ресницам штрихами работать можно. Вот конкретно это веко можно растянуть в принципе в ровную линию. Смотрите, у нас глаз какой. Это шар. То есть вот глаз вот здесь лежит. Вот здесь у нас лежит зрачок. Понимаете, да, как это работает? Вот он. Это кожная складка сверху глазного яблока. Он круглый. Оно, вернее, это яблоко глазное круглое. Часто очень вот этот зрачок, он тоже выпуклый. Если вы увидите, вы же наверняка видели это, если клиент туда-сюда бегает глазами, то этот как бы бугорок бегает туда-сюда. Поэтому это тоже вам может мешать. Просите смотреть в сторону, когда вы работаете на вот этой части, чтобы ничто не мешало движению вашей иглы. То есть у вас просто будет, знаете, как сложности с махом правильным, а если там еще и какие-то зрачки бегают, это вам еще усложнит жизнь. Поэтому имейте в виду. Складку надо распрямлять, глаз максимально тоже выпрямлять. Как мы это делаем? Я вот здесь вам показала. Смотрите, этот глаз просто лежит сам себе хороший. И сейчас я вам покажу. Да, вот. То есть, видите, да? Лежит. Вот, сейчас я сделаю скриншот снова.
То есть вот мой палец, он лежит на всей поверхности. Что я делаю? Кроме того, что я костяшкой расплющиваю мышцу под бровью, расплющивая ее, я ее как бы обездвиживаю слегка. То есть ей уже не так просто там взять, напрячься, сжаться и моргнуть. А второе, то, что я делаю, это мягко, плоско вдавливаю глазное яблоко. Не знаю, я не слышала, чтобы кто-то на этом делал акцент, но я делаю на этом акцент. Вдавливайте глазное яблоко, чтобы оно перестало быть выпуклым и круглым. Иногда бывают такие глаза, которые, ну, как бы не получается вдавливать, они так глубоко посажены. Это те самые, которые я не люблю, с которыми я не люблю работать. То есть они там в глубине, там просто вот кусочек кожи натягивать получается, который вот там в глубине на этом глазу. Но обычно, там, не знаю, процентов 80-85 глаз, это стандартные глаза. Что мы сейчас видим? Я надавила всей поверхностью пальца, глаз ушел просто вот сюда, вот он вот здесь сейчас находится, глубже, в глазницу ушел, потому что там есть куда уйти. Я видела в кино, как выдавливают глаза, и они выдавливаются не сразу. Вот в «Игре престолов» он давил, пока там они не выдавились. Поэтому не бойтесь, ничего вы не сделаете страшного и сурового, если сделаете это вот так прям мягко, просто это даже не дискомфортно на самом деле. Но это очень важно для вас в работе, чтобы кожа была ровная. То есть тот участок, где вы машете иглой, должен быть ровным настолько, насколько это возможно. Кожа натянута вот сюда наверх, кожа кончиком пальца натянута вот туда, в сторону ресниц, чтобы она выровнялась, чтобы все складки и морщинки натянулись, потому что на возрастных веках много лишней кожи. Вот, ну, вот только поэтому должны так делать. И кожа натянута вторым пальцем, который вот в эту сторону, во внешнюю, также всей своей площадью тянет кожу. Понятно, да? То есть расплющили, поставили, вот так развели пальцы, чтобы у вас была ровная поверхность и чтобы у вас, чтобы вам было удобно работать. Так, уходим на перерыв на 5 минут. Я заболталась, уже 19:07. Давайте. Все, мы вернулись. А вы вернулись? А вы уходили? Так, читаю ваши вопросы. Я не буду говорить ничего про стрелку, немножко поговорю про межресничку, потому что она здесь будет, но тогда, когда она будет. Я вам рекомендую купить прошлый вебинар, когда вы начинаете рассказывать мне, что я не делаю плотную стрелку. Это, знаете как, она может быть очень тоненькая, очень изящная, очень красивая, но тем не менее она должна быть сделана максимально быстро, ярко, четко, и вам надо уметь это делать. Вы не можете делать только тени. Поэтому купите прошлый вебинар, и там почти на все ваши вопросы ответы есть. А сегодня я буду, включаем видео, отвечать на вопросы, которые касаются только сегодняшнего вебинара и того, что происходит на видео. Чего вы такие экономные, народ? Это же прям очень столько информации, прям очень недорого, прям смешные деньги, прям катастрофически смешные. Так, смотрите, натягиваю кожу, она натянута до хруста, вообще настолько, насколько тянется. То есть дальше она просто уже не тянется, чтобы вы понимали. Можете посчитать количество штрихов на блок. То есть что я сейчас делаю? Первые штрихи на веки, они всегда максимально легкие. То есть я почти не чувствую прикосновения пальцами, но вижу, как остаются точки. Вам, я думаю, тоже видно, как они остаются и как я уменьшаю их количество к внешней части, которая будет у нас прозрачная. Штрихи я кладу, как вы видите, параллельно линии межреснички и стрелки, то есть блоками повторяя форму глаза и форму стрелки нашей теневой. Вот, что еще я хочу сказать. Количество штрихов индивидуально, на каждой коже оно свое, но не знаю, давайте сейчас один блок возьмем и посчитаем для интереса, сколько вот следующий блок я когда начну делать, я положу штрихов на эту поверхность.
я насчитала почти 80, я их блоками считаю. Причем, заметьте, основное количество там, где насыщенная часть, и уже буквально там 10 штрихов в максимально прозрачной части. 80 штрихов на вот этот сантиметр теней. И посмотрите, я стираю, и остается еле заметная дымка. Ну, как бы изменение цвета кожи очевидное. Я вижу его очень хорошо. Просто когда кожа краснеет, немножко как бы легкая дымка сливается с краснотой кожи, и потом после нанесения анестезии чаще всего прям все четко становится видно. И чем стабильнее ваша рука, напоминаю, а это значит, что у вас штрих одинаковой длины, одинакового нажима, одинаковой скорости вот этого движения, тем более предсказуем будет появляющийся перед вами рисунок. У меня тоже иногда происходят скачки, когда ты шел броком, потом бах, прыгнул, надо вернуться и пустоту закрыть. По уже прокрашенным темным местам я стараюсь не ходить, если только прям не очевидно там для меня какая-то пустота, которую нужно закрыть. Я зафиксировала стрелку тенью, я прошла почти всю тень, как бы зафиксировала, в принципе, для себя полупрозрачный рисунок, и я, не набирая пигмента с остатками того, что есть, он уже даже кончился, смотрите, потому что не ложится, я просто повреждаю межресничку. Давайте посчитаем, сколько штрихов на это я делаю. Сейчас следующий вот блок. Ну, короче, на толщину межреснички в ее узкой части у меня где-то 25-30 штрихов уходит. Понимаете? Количество штрихов важно. Даже несмотря на то, что я здесь просто повреждаю кожу. Каждый мой штрих, он результативен. То есть я дотрагиваюсь до кожи. Я не в воздухе машу, потому что очень часто наблюдаю картину, когда мастер машет в воздухе и на деле прикасается к коже только одним каким-то таким движением. Зачем мне это надо пустой иглой? Как бы межресничка должна быть черная, коричневым цветом смысла ее делать особо нету, зачем зря травмировать кожу. Поэтому я просто повредила. Межресничку я буду делать в конце, стараться за один проход ее сделать, но кожа повреждена должна быть в начале, пока распространяется на межресничку действие первичной анестезии. Посмотрите, я держу веко, не отпускаю его. Я нанесла анестезию, и я его не отпускаю, машу, чтобы было более комфортно, потому что после анестезии печет в течение где-то 10-15 секунд. Анестезию я наношу на всю поверхность, где я работала, где я повредила кожу. Это важный момент, потому что там 2-3 штриха положат, анестезию нанесут неправильно мастера часто, и потом клиент просто не дает быстро, эффективно поработать, потому что кожа не повреждена, анестезия не сработала. И все, и всем больно. И как правильно наносить анестезию, как видите, это тоже важный момент. Она не должна быть разбавлена слезой, водой. И знаете, еще что я не понимаю? Вот я машу вот так рукой просто, потому что я люблю работать на каком-то большом расстоянии от клиента. Я видела, как некоторые хорошие мастера говорят: ой, ты моя хорошая, вот это вот делает. Я такая: что вы делаете? Зачем вы это делаете? Боже. Короче, я не дую клиентам в лицо, я считаю это очень странной привычкой. То же самое, начинаю от нижнего края стрелки и поднимаюсь вверх блоком из плотно положенных штрихов. Все они максимально поверхностные. Вот эта вот зона в уголке глаза, я ее тоже недолюбливаю, потому что там вот такая какая-то вот ямочка, которую никак не выпрямить. И там надо иногда маленькими штрихами работать. А вот все уже, что выше идет, уходит из межреснички, там уже штрихи кладутся проще. На новом глазу я как бы сижу по-другому, руки лежат по-другому, я тянусь к этому глазу, потому что он дальше от меня, чем тот, который ближе. И получается, что как бы все по-новому, я тоже щупаю кожу. Я это называю щупаю кожу. То есть я максимально легко прохожу все, потому что мои ощущения в пальцах, они как бы могут сыграть со мной такую злую шутку в плане, знаете как, когда ты прошел один глаз, почувствовал нажим и уже начал прям смело шуровать на втором глазу, прямо много работать и активно, ты стираешь и понимаешь, что
опаньки, слишком ярко. То есть я всегда боюсь слишком ярко, я делаю лучше чуть бледнее, ну, как бы нажим. Все дело в нажиме и в плотности чаще всего. Поэтому максимально осторожно щупаю глаз. И видите, когда пигмент лег вот таким ковром, мне уже не видно. Я должна стереть. Обязательно я должна стереть, чтобы понять, легло, не легло. Посмотрите, после первого прохода еле заметная дымка появилась, хотя казалось, что весь глаз должен быть закрашен. Но нет, это нажим, все дело в нажиме. Я выбрала на первом проходе недостаточный нажим, и на втором проходе я должна его усилить. Но это всегда лучше, чем если ты стер и понял, что насажал ярких пятен, и как бы все печально и страшно. Как видите, я стираю очень-очень сильно мокрым ватным диском. Он в себя просто впитывает, как бы втягивает пигмент. Я почти не тру, и на самом деле там даже видно, что вот я сейчас начала работать, там все еще сохранилась теневая стрелка. Я уже протерла глаз, а та тень, которая была нарисована этой черной пупой, она осталась и хорошо видна. Это не прокрашенная стрелка, это просто эскиз, который все еще на глазу находится. Поэтому, когда меня спрашивают, как не потерять эскиз, аккуратно протирать. То есть, если бы ватный диск мой был полусухой, я бы стерла его. А когда он очень мокрый, он как бы в себя втягивает весь пигмент, глазу комфортно. Это самое комфортное для глаза, что может быть. Влажные салфетки, они пропитаны какими-то маслами, от них часто печет кожу. То есть я их не люблю, я ими тоже работала. Ватные диски полусухие, они от того, что трут, это этот эффект наждачной бумаги на веки получается. Смотрите, я у контура стрелки работала с штрихами параллельными стрелки, а здесь я иду блоком уже параллельным как бы межресничному краю. И стараюсь не затрагивать кожу, на которой я уже прошла, на которой уже лежит тень. Это прям должен страх сидеть в вас. То есть напятнить, насажать плотных конгломератов каких-то, это прям страх и ужас. Смотрите, здесь я чуть-чуть увеличила плотность, усилила нажим. То есть это не значит, что я воткнула по самое не хочу. Нет, мое усилила нажим, это на какой-то, микрон. Я не знаю, как определять силу нажима. То есть совсем на немножко. Я почти не чувствую изменения в пальцах, но тем не менее, видите, пигмент остался и довольно ярко. На самом деле, вот этого количества пигмента, сейчас я кожу растяну, и вам станет понятно, для некоторых теней уже достаточно, то есть все, процедура как бы закончена. Но и конкретно этой девушке надо было прям ярко, она очень ярко красится, и мы договорились, что там будет поярче. Ну, вы поймете, я буду еще долго на ней работать. И когда я протирала, было видно, что расстояние до точки, до красной точки, моя как бы граница, оно еще не тронуто, я туда не лезла. То есть я прокрашиваю как бы только тень в районе ресниц, чтобы вот изменить форму глаза, а сам кончик стрелки я оставляю на потом, когда у меня уже как бы, когда я почувствовала четко нажим именно на этой коже, я подхожу к внешнему кончику, как я вам и говорила, рисуя на планшете. Ну и посматривайте периодически на постановку рук, то есть моя рука локтем лежит на плече клиента, я вообще не парюсь, ворочаю голову вот так туда-сюда, лишь бы мне было удобно, как всегда, лишь бы мне было удобно. Поворачиваю сильно на себя, чтобы хорошо видеть вот эту часть, отворачиваю от себя, чтобы ближнюю стрелку видеть, потому что, честно говоря, мои глаза устают сильнее всего на веках. Сильнее, чем даже на волосках, потому что все черное, все мокрое, все блестит, ты сквозь это должен увидеть то, что ты делаешь, и работать правильно. И, конечно, большая часть работы происходит на ощупь, потому что я никак не могу в ресницах увидеть, я дотронулась, внесла, не внесла. И здесь то же самое, вы видите, я просто повреждаю кожу. Я не макала в черный цвет, я все время сейчас работаю коричневым пигментом. Еще раз напоминаю, коричневый пигмент — это один из темных самых наших брюнет. 6 капель и 2 капли черного цвета, просто чтобы он стал холоднее, насыщенней и такой благородный коричнево-серый оттенок появился, потому что теплыми оттенками вообще нельзя работать на веках, ни в коем случае.
Так как все наши пигменты уходят, либо не меняя цвет, либо через небольшую серинку, я не боюсь работать ими на веках, они не уйдут через красный. Если это какая-нибудь аква, допустим, я бы на вашем месте боялась, потому что ее холодные бровные оттенки уходили через оранжево-малиновые цвета. Это было очень некрасиво. Видите, да, я использую ватный диск, провожу, и он как бы в себя втягивает, я его переворачиваю, чистой стороной снова провожу, и уже в самом конце добавляю ватную палочку, я их по минимуму использую, то есть она очень мокрая сторона одна, я ей как бы прокатываю, не давлю, не тру, то есть я говорю, смотри, своим мастерам, ученикам, смотри, говорю, дай руку, и по руке провожу, показываю, что мое прикосновение, оно вообще невесомое, то есть его рука не чувствует. И вот так надо с клиента кожи обращаться, чтобы не было вот этого отека кошмарного. И потом подхожу, она ватной палочкой вот так трет, в межреснички трет. Я говорю, вот вы какие. То есть я могу быть иногда как бы жестокой, когда мне надо натянуть кожу очень сильно, то есть что-то такое эффективное сделать. Но вот это тупое движение, когда трут просто сухой какой-нибудь там, не знаю, салфеткой или ватным диском по глазу, вот оно абсолютно просто бессмысленное. То есть осознанно быть таким суровым можно, бессмысленных вещей навеки совершать нельзя. И я машу. Машу, потому что некомфортно, потому что если я отпущу глаз от того, что печет, выделится слеза, смоет анестезию, она не сработает. Как бы я не из любви к клиенту машу. Если бы я могла не махать, и оно бы сработало отлично, я бы не махала, потому что в общем и целом я такая еще жестокая женщина. Но конкретно здесь я машу, чтобы моя работа была более быстрой, более комфортной для меня. Ну, как бы, а если она для клиента комфортна, она и для меня комфортна. Вот тут я помню момент, она пожаловалась, сказала, у меня ощущение, что что-то в глазу. Это не пигмент, потому что, не анестезия первичная, потому что я ее стерла очень хорошо. Это, скорее всего, какие-то частички пигмента, и я сразу промываю. Видите, промывать струйно, это значит пол пузырька выдавил и повернул на себя глаз, положил ватный диск, как бы сквозь глаз прошло, в ватный диск впиталось. Вот это называется промывать. Здесь хорошо видно, как я натягиваю кожу и как я кладу штрихи, то есть они как бы по направлению стрелочки идут, видите, да? И я могу их перекрещивать, я часто это делаю, то есть они идут сначала в одну сторону, потом я поворачиваю машинку по отношению к коже, и они идут в другую сторону. И каждый блок я протираю, проверяю, чтобы ни в коем случае не усилить там что-то лишнее, не нарисовать. Вот, плюс вы должны научиться видеть свой цвет и видеть кожу клиента, видеть, как вам сказать, видеть сосуды, видеть какие-то там пигментные пятна, родинки, веснушки, все это видеть на коже, и чтобы вы понимали, что это не ваше там пятно, а что это, допустим, сосудик, он другого цвета, у него оттенок другой, он такой слегка розовато-фиолетоватый, если где-то повредился сосудик, растекся как бы синячком маленьким. Ничего страшного, это заживет, уйдет просто полностью. На тенях невозможно сделать подтека. Я даже не представляю, как это возможно сделать на тенях. Только на плотном прокрасе, на мой взгляд, можно сделать подтек. Поэтому мелкие повреждения сосудов, когда где-то там маленький какой-то синячок, ничего страшного, бывает, случается. Иногда сосуды так близко лежат, что игла их повреждает и заживает это без каких-либо последствий. Так, мне нужна сейчас тоже пауза. Раз, два, три. Раз, два, три, елочка гори. Так, где мой стилус? Важный момент. Я как бы случаи все из практики. Приносит с собой на обучение один из студентов фотографию. Смотри, говорит, как это возможно? У нее на нижней щеке появилась точка. Я ее не делала. Она появилась, как она туда могла мигрировать? То есть на полном серьезе мне человек говорит, он считает, что когда он работал вот здесь, у клиента вот здесь появилась точка, или даже их несколько было, тоже какой-то случай на разном расстоянии, и они считают, что это каким-то образом вот так вот прошло и вот сюда мигрировало. Я такая, как я люблю, делаю воображаемый palm face.
и начинаю объяснять, как это может быть. То есть, знаете, как иногда мастера ставят точки. Чирк по носу, нечаянный тык на щеку, да, но они всегда знают, когда они это сделали, и как бы перед собой им нечего скрывать, они не стали бы с такими вопросами ко мне идти. То есть человек реально искренне считал, что каким-то образом мигрировал пигмент. Конкретно эта девушка имеет лишний вес. У нее щеки большие. Иногда это бывает не из-за того, что там лишний вес, жир и щеки, они наплывают прямо на зону работы, а из-за того, что такое сложение, какие-то мешки, может быть, складки лишние на веке. Смотрите, я еще раз натягиваю вот этой поверхностью, веко выпрямляю, натягиваю, подтягиваю немножко кверху. Работаем мы размашистыми движениями, в том числе выскакивая вот на эту поверхность. Понимаете? Смотрите, что делает мой вот этот палец. Он оттягивает щеку в противоположное направление. Когда я работаю на левом глазу, на правом глазу, первое, что я делаю, это выпрямляю кожу и поднимаю чуть наверх, чтобы было хорошо видно и ровно. А второе движение, я ставлю руку с машинкой и оттягиваю сильно кожу вниз. Потому что если этого не сделать, вот здесь вот скапливается такая складка кожная, то есть вы давите рукой в процессе, вот это делаете, и по этой складке, совершая движение, вы можете совершить чирк. То есть, ну, это же все можно было бы понять, если анализировать свои действия, но я лучше скажу, чтобы у вас так не получилось, а вдруг вы об этом не подумаете. Поэтому очень важно оттянуть вниз, насколько удобно, ну, чтобы глаз там не был прям полностью открыт, нижнюю щеку. И на втором глазу тоже на этом сделаю акцент, потому что эти точки, они, ну, нередко бывают. То есть движения вот размашистые. И так или иначе это либо штрих, либо чирк, либо точка на нижнем веке образоваться может. Понятно, да? Так, идем дальше. Включаем. И там уже стоит ваша рука, оттянув кожу и машет иглой. Это никак, ни капельки не мешает в работе, но зато это предотвратит... Ой, у меня ноги там мешают мне. Это предотвратит проблему чирканья по нижней щеке. И видите, кожа молодая, у нее в общем плотная, это я оттягиваю рефлекторно, потому что она лежит, у нее здесь даже как бы ямка. Но очень-очень часто полные люди, особенно с излишками кожи, щек, прям приходится растягивать щеки в разные стороны, чтобы добраться до глаза, потому что нависает и жировой мешок сверху, потому что под бровью тоже жир скапливается, и жировой мешок снизу. Вот, так что имейте в виду. Штрихи, смотрите, ну как бы тут все очень такое унылое, нет, наверное, неправильное слово унылое, равномерное, одинаковое, не очень какое-то такое разнообразное, то есть это движение такое стабильное, постоянное, которое позволяет вам напылять пигмент. Видите, когда я кладу пигмент, он в виде маленьких точек смотрится. Когда я стираю, там точек, в общем-то, очень немного, и они маленькие. То есть, в общем, смотрится дымкой то, что я делаю. Я люблю такой вариант больше всего, потому что я видела очень много заживших точек на веках. Прям очень много. Реально у клиентов, у подружек, и мне это вообще не нравится. У меня подружка была моделью у одного очень известного мастера на веках, и абсолютно все его штрихи, все его точки во все веко остались в виде синих точек, то есть там был очень сильный нажим, и не дай боже мне такую красоту сделают, я бы не хотела. И мы постоянно стираем, еще слой проходим, напыляем. То есть я считаю это одним проходом. То есть работа на одном глазу без вторичного нанесения анестезии. Вот это для меня проход. Я просто не могу пройти вот так вот за один раз, потому что я
это градиент, потому что мне надо от яркого к прозрачному напылять и проверять это напыление постоянно, чтобы ни в коем случае не переборщить, не усилить, не создать контуров, потому что мне нужна дымка в районе зрачка, то есть это как бы тень на нет сходит и уходит в районе зрачка, и также на нет она должна сходить по верхней части. Поэтому это все только вот напылениями, проверками, напылениями, проверками. Тоже можно для интереса посчитать количество штрихов. Но плюс, как вы видите, я нежненько-нежненько стираю очень-очень мокрым диском и одним в общем и целом движением. То есть и клиенту комфортно, и ну, не экономно, ватных дисков много уходит, но просто когда в ватном диске много пигмента, он начинает становиться тоже как наждачка, прямо в нем вот эта вот шкребущесть появляется, шкребучесть. Можно посчитать, так, 20, 30, 40. 50. Короче, где-то 70 вот этих движений, но чтобы вы понимали, на тенях я работаю в две стороны, то есть мой штрих, он вот такой. Результативность должна быть вот так раз и раз, то есть в две стороны у меня штрих идет. Поэтому, если я говорю 70, то это полноценных 140 штрихов, но они очень легкие, потому что кожа на веках очень тонкая. Я знаю, что я могу положить ярко пикселями и с одного прохода очень ярко. Но моя задача напылить, моя задача сделать градиент, поэтому мои движения очень легкие. И как бы задача такая, чтобы пигмент исказился минимально, то есть не приобрел синие-сизые оттенки, и чтобы он держался минимальное время, потому что пигмент, который сразу после схода корочек выглядит холодным, синюшным, значит, он внесен на большую глубину, и значит, ваш клиент будет носить его вечно. Вечно. Потому что такая кожа, потому что не подвержена кожа на веках ультрафиолетовым лучам практически. Смотрите, как сильно я оттягиваю нижнее веко, что аж кажется, что глаз приоткрыт, но на самом деле он закрыт. И вся эта работа, видите, у меня такая монотонная, постоянно, постепенно усиливаю я цвет. И часто бывает она гораздо более быстрая. Вот на этом конкретном веке я возилась довольно долго. Плюс такая-то ужасная несправедливость. Вот сейчас видно, что там чуть ли не 1,5 сантиметра в максимальном месте, где широко, толщина. А когда она села, эту работу почти видно не было. То есть, вот такие глаза. То есть часть работы становится не видна, когда глаз просто прямо смотрит и открыт. Ближе к зрачку штрихов меньше, и они находятся на большем друг от друга расстоянии. И на самом деле, в зависимости от кожи, но почти всегда вот эта зона над зрачком, на ней пигмент ложится чуть сложнее, чем во внешней части, которая уже как бы за глазом особенно. Чем дальше от глаза, тем проще ложится пигмент. Вообще каждое прикосновение. Чем ближе к глазу, тем сложнее положить вот эту воздушную дымку полупрозрачную. Чем меньше трущих движений тоже, тем лучше. Потом, когда вы растягиваете веко, вы, если видите где-то пробелы, пустоты или что-то, вы должны вернуться и их закрыть обязательно, потому что, а как без этого? Причем только по пустому месту. Если вдруг у вас образовался где-то какой-то пятачок пустой кожи или, может быть, недостаточной яркости. И клиенты обычно, даже самые нервные, к середине процедуры успокаиваются. Глаз привыкает вот к этим всем действиям на нем, и они перестают дрожать, расслабляются, и уже работать с ними становится проще. Как бы самое сложное и сильное дрожание века, оно обычно в начале бывает. И важно, как видите, протирать хорошо, потому что иногда бывает протер плохо и прокрасил там, где не нужно, пытаясь сравнять по насыщенности, поэтому протирать очень важно.
И не знаю, как вам, на чем смотрите, но вот мне сейчас кажется, что там что-то такое неравномерное, пятнистое, но на самом деле там просвечиваются сосуды, и где-то недостаточное количество пигмента лежит. То есть, ну, вот как раз вот с этим мы и работаем в процессе. Получается, иногда такие веки попадаются, такая кожа попадается, что ты прошел, стер и понимаешь, что все, уже можно на межресничку переходить. А иногда, то есть вот здесь вся процедура чуть больше часа длится, с рисованием, с протиранием, с межресничкой, а бывает, что и 2 часа возишься, и больше возилась я когда-то, когда много неэффективности делала. Вот тут тоже я сейчас сама смотрю и понимаю, что можно и тереть пореже, и класть сразу поуверенней, но когда ты работаешь на лице, ты боишься испортить, и этот страх, он, в общем-то, здоровый, то есть любой штрих может быть прям критичным. Чуть ты усилился, чуть там руке стало неудобно, и уже ты положил пятно, и все прям а, просто катастрофа, ты все испортил. Протираю веки я просто водой из-под крана. Вот просто одноразовый стакан и вода из-под крана. Ничего нового, никаких мыл, никаких... Иногда крайне редко бывает такая кожа, которая нуждается в том, чтобы ее протерли при помощи вазелина еще, именно на тенях. Потому что пигмент как бы прям въедается в нее, такое ощущение, он плохо стирается. Но на конкретно этой коже хватает просто вот так вот протереть водичкой и все. Поэтому минимально трущих движений по бедной коже, по тонкой коже глаз. Правда ли, что тату-пигменты чаще текут по сосудам века? А как вы думаете, правда ли? Я думаю, что они текут по сосудам века из-за того, что красящих веществ в них гораздо больше. Возьмите ватный диск мокрый, капните на него каплю пигмента татуировочного и каплю пигмента какого-нибудь перманентного. И перманентный пигмент будет лежать такой какашкой и не расплываться, а татуировочный настолько концентрированный, что у вас через пару минут весь диск станет черным. Там, или большая радужка будет расплывется сильно. Поэтому из-за высокой концентрации красящего вещества у какого-то количества мастеров, которые работают слишком травматично, пигмент может пойти по веку, безусловно. А так как татуажные пигменты, у них концентрация низкая, то такие ошибки на татуажных, разбодяженных, не концентрированных пигментах, они случаются реже. Вот такой ответ вам. Подходит? Так, второй глаз. Смотрите. Я постоянно сравниваю глаза, акценты, длину, там, расположение тени, полутени. То есть это вы должны смотреть левый, правый глаз постоянно, потому что я вижу часто учеников, которые увлекаются, на одном глазу вытягивают и акцент делают у внешнего края, на другом глазу посерединке, и получается совершенно разной формы глаза, хотя как бы стрелка зафиксирована верно. Поэтому постоянно сравнивайте лево-право. Опять много-много штрихов по стрелке, по тому как бы кусочку, где должно быть ярко. И постоянное напыление, проверка. Вот видите, как раз видно точку еще, она довольно хорошо видна. Ее, в принципе, мне было видно до самого конца процедуры. Просто она становилась все бледнее и бледнее, ее как бы камера перестала видеть, но я еще глазами своими видела. И видно, да, как тоже много штрихов, просто они быстрые и как бы дымку оставляющие. Если бы я хотела яркую стрелку, я бы замедлилась и вела бы вот так, оставляя много пигментов кожи. Работаю я на этой процедуре на аппарате Cheyenne Thunder, на скорости на критикале в районе, наверное, 9,5. Я даже потом, по-моему, поднимала в процессе. Это комфортно лично для меня скорость работы на глазах. Вы под свою скорость руки. То есть чем медленнее вам дается мах, тем, получается, медленнее должна быть скорость на машинке. Иначе вы оставите не тень, а полоску. Понимаете? А вы должны работать такими сериями точек, без конца и без края.
А мне пауза сейчас нужна. Ну-ка. Раз, два, три. Пауза есть, да? Сейчас я... Сериями точек. Точки могут быть разного размера, но их размер зависит от давления. Так, здесь я в какой-то момент движения поставила на скрине, но ладно, фиг с ним. Смотрите, серия точек. То есть мой мах примерно вот отсюда вот до сюда, то есть в районе сантиметра длина маха. И получается вот эта часть и вот эта часть. Это зона, где на вылет идет, на себя и от себя мое движение. То есть вот это как бы максимально эффективная зона, где ложится для меня пигмент таким блоком. Все остальное я потом стираю, и там дымка прям с внешних краев маха. Вам очень важно освоить вот это движение, у которого нету четкой границы, потому что если вы будете, ну как бы вы создадите стыки, понимаете, да? Поэтому эта серия точек, как вы понимаете, я могу сейчас влиться в эту серию точек и вот таким движением, и вот так наверх, и вот сюда, и как бы мне будет все равно, потому что у моего штриха нету ни начала, ни окончания, у него есть только как бы серия точек, как будто через пульверизатор брызнули, понимаете? Вот это самое важное в работе на тенях. Как только вы освоите это движение, мы его заставляем наших студентов на онлайн-курсе осваивать в течение 2 месяцев. Это не так уж и просто. То есть кому-то дается оно легко, и у него классные красивые градиенты на бровях. Все, включаем дальше. Сейчас я... Кому-то оно дается прям легко, реально, и рука легкая, и штрих поставленный. Кому-то очень тяжело. Если вы работаете со стыками, то вам на тени лезть нельзя. Ни на теневые стрелки, ни на теневые тени. Ну, как бы, потому что даже если вы разбавите пигмент, велик риск того, что вы напятните. На веках это сложно исправимая проблема, если пятна, потому что особенно на тенях, потому что вокруг прокрашено и какое-то место слишком темное. Что вы можете сделать на коррекции? Либо удалять все, либо делать ярче, чтобы вот это темное пятнышко сравнялось по насыщенности со всей остальной площадью. Но часто клиентам ярче не надо, и как бы вы должны, прежде чем начнете работать на тенях, научиться работать без стыков, без пятен. То есть если у вас на бровях есть пятна, не идите на тени, вам нужен 2-месячный курс, где вы научитесь правильно штриховать, потому что правильный штрих – это основа вообще всего. Правильный, не побоюсь этого слова, трусливый штрих, чтобы лучше ничего не осталось, чем слишком ярко осталось. Так, тут какой-то влез телефон наглый, но сейчас он уйдет. Что-то снимал там. Но там видно на маленькой картинке, в принципе, мое движение. Смотрите, рабочая рука у меня периодически висит на весу. Это вообще не проблема на штрихе. Я только на волосках ставлю, фиксирую и локоть, и саму ладонь. Вот, что еще? Она стоит как бы на мизинце, и я совершаю вот этот штрих. Это самое привычное для меня движение. На всех зонах оно у меня одинаковое. Мизинец оттягивает кожу и как бы служит упором для руки. Игла под углом 90 градусов. То есть может, иногда выглядит это и не под углом 90 градусов, потому что какой-то рельеф сохраняется на веке. Я где-то там пытаюсь, может быть, что-то такое сделать, чтобы извратиться и не оставить пятен из-за рельефа, который не удается выровнять. Но в общем и целом это максимально вертикальное расположение иглы по отношению к коже, потому что игла, которая входит в кожу под углом, оставляет не ровную такую маленькую дырочку, в которой лежит пигмент, а такую наискосок загнанный пигмент вглубь, нестабильной формы, поэтому так можно напятнить сильнее, максимально вертикально. Смотрите, как высоко я поднимаюсь, но это прям полупрозрачная дымка. Ой, пауза, скорее. Смотрите, вот те места, о которых я говорила. Я хотела показать их. Хорошо, что я вспомнила.
от стабильного движения руки, смотрите, иногда могут создаться вот такие у нас как бы уплотнения. Это не потому, что я неправильно что-то сделала, а наоборот, потому что мой штрих слишком правильный, слишком одинаковый. То есть вы можете попробовать это тут же нивелировать там при помощи штриха, который направлен в другую сторону. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Вот они, вот эти вот как бы такие вертикальные уплотнения на одинаковом расстоянии. Если они у вас получились. Но не факт же, что там пигмент остался, понимаете? То есть он на коже лег, а в кожу вы могли не внести. Поэтому, ну, как бы самый лучший вариант, это когда вы сотрете, проверите, там вот остались эти пятнышки или нет, и тогда попробуйте штрихами, направленными в другую сторону. То есть сейчас они у меня были вот так направлены, а я, допустим, сотру и пройду вот так, чтобы закрыть, попытаться равномерно такой вот решеточкой эти пятнышки, если они останутся. Но я не помню, что я там делала. Сейчас посмотрим. Так, и поехали. То есть я продолжила этот как бы блок дальше, вниз ушла там, где безопасно, потому что лишний раз тереть я не люблю, как бы, если есть возможность не стирать, но туда я больше не полезла, я молодец. Видите, кстати, они легли. Видите? Они, ну еще пауза. Увеличиваем. Ой, скриншот сначала сделаю. То есть их потом там не было видно, но вы поймете, там будет видно работу законченную. Ну вот, они как были, вот они, так они и остались. Просто так как здесь очень все полупрозрачно и очень легко поправимо, потом я это все растянула штрихами, направленными в другую сторону. Поэтому следите за... Вот иногда такие ситуации случаются, и надо ее не усилить, не усугубить. Включаем дальше. Ага. Вот. Запомните. Причем эти могут в любом месте появиться уплотнения и такая засада, которую надо будет исправлять. Штрихи, видите, в районе стрелки, в районе кончика я располагаю как бы зонтиком. Они... Сейчас давайте снова паузу поставим. То есть первые мои штрихи были вот так, шли, потом они стали менять направление. И к внешней части они все на более редком расстоянии друг от друга. И смотрите, еще здесь важный момент. То есть если здесь у вас штрих во всю длину даже может быть, потом каждый ваш штрих должен становиться как бы чуть-чуть короче. Это даже глазу часто незаметно, но если вы сделаете штрихи все одинаковой длины, начинающиеся в одном и том же месте, то очень большой риск вот этот треугольник сделать слишком плотным, потому что там ваши штрихи лежат почти друг на друге. И если это задумывалось, то да, так можно. Потом просто вы уплотняете вот эту вот часть в середине. Но если вы не планировали делать этот уголочек очень плотным, вот в моем случае он должен быть полупрозрачным и уходящим в никуда. Поэтому каждый мой штрих короче предыдущего. Понятно, да? И мы включаемся дальше. Вот. Двигаться, конечно, если вы опытный мастер, вы можете. Вот там опять эти точечки появились, но я в это место больше не лезу, я потом сотру, проверю, если что, это дело изменю. Либо изменяю направление штрихов, как вот в этом случае. И так как это место, где у нас, посмотрите, здесь видно, какой большой размер, то есть реально сантиметра 1,5 в максимальной части по размер. И, блин, прям я расстроилась, когда она села, думаю, да ёлы-палы. У меня и до этого такая же модель есть, где просто такой огромный штрих был. Я показала ее там коллегам, они говорят, о, этого мало, потому что она села, и у нее такое ощущение, что чуть ли не как межресничка. Веко вот так заворачивается, и работу не видно становится. Ладно. Поэтому не забывайте постоянно стирать, не забывайте проверять, лег пигмент или не лег, что там у вас с кожей творится, чтобы не было мучительно больно, когда вы наконец-то сотрете. Так, я планировала опять в 2 часа уложиться.
Давайте досмотрим, может, или сходим на перерыв. А ну, напишите. Тут 160-200 сообщений, я их читать не буду. Я думаю, что я на основное количество на них отвечу в процессе рассказывания. И давайте лучше пишите ваши вопросы, когда я закончу, и буду прям сидеть, смотреть и отвечать, потому что реально 250 человек пишут свой любой вопрос, половина из них латиницей, половина общения какое-то между собой. Я просто физически это не могу прочесть. Мастера, я вас очень прошу писать сообщения, когда я буду вот прям сидеть и смотреть и говорить, давайте, отвечаю на вопросы, читаю. Потому что я должна комментировать свои действия, которые показываю вам. Посмотрите, как я натягиваю. Кстати, тоже это удобный способ. На паузу ставим. Уже я поставила. Ватный диск, сложенный напополам. Я такое использую и на губах часто движение. Он вместе с пальцем и вот этой вот своей ровной поверхностью, то есть это та сторона, которая пополам сложили, и она стала ровной, не та, которая круглая, а ровная. И он очень мокренький тоже, хотя иногда я разными сторонами прикладываю. Самое главное, чтобы мягко выровнять веко, и прошел блок, одним движением стер, не меняя рук, не убирая их. Опять прошел, опять стер, то есть когда какие-то моменты, мелкие исправления или что-то вот типа того, очень удобно такое движение. И кожу натянул, и глаз отдыхает в этот момент, потому что мокрый холодный диск лежит. И у вас все под контролем. Давай, идем дальше. В общем, такая монотонная работа. Особенно, когда много говоришь, кажется, блин, что же я так долго работаю. Но на самом деле тут важен очень контроль по созданию вот этого градиента, когда вы идете от плотного к прозрачному. И еще раз, кто как любит. Если вам нравятся пиксели, точечки, то вы просто чуть-чуть медленнее делаете скорость на машинке и медленнее движение руки. Если вам нравится дымка, то быстрее скорость машинки, быстрое махание, точки будут настолько маленькие и так часто, что у вас будет просто равномерная дымка появляться. Поэтому в зависимости от предпочтений. Но конкретно я вот люблю, когда дымка появляется. Так. Смотрим дальше. Тоже тут вот эта стрелочка, ее гораздо проще проложить с одного прохода плотно-плотно, чем дымчатой такой с размытыми границами, потому что надо постоянно проверять. А когда ты плотно работаешь, ты можешь это делать, не выходя из кожи, прям гораздо проще делать плотные вещи. Вот, что там еще нам сказать? Тоже, смотрите, опасная зона. Видите, у меня штрих длинный, и я, в принципе, в этот момент могу тронуть щеку, которая ниже глаза. Ну, я-то не тронула и ни разу не трогала, но вы должны четко останавливаться возле межреснички, как бы. Межресничка, на самом деле, у меня вообще еще не тронута, не прокрашена. Вся моя работа над ней, потому что это коричневый цвет, и как бы нет особо смысла лезть в межресничку. И, как вы видите, я постоянно прошу открыть глаз, потому что я смотрю, у меня тень располагается в том ли месте, а на той ли насыщенности, которая мне нужна. Еще важный момент, анестезия должна на обоих глазах, как и на бровях, сработать, скажем так, одинаково. То есть если на одном глазу анестезия практически отошла, и он такой красноватый, все яркое, а на втором глазу кожа белая и полупрозрачным из-за этого кажется ваша работа, вы можете начать усиливать веко с анестезией, потому что вам кажется, что недостаточно яркости. Поэтому либо одинаково без анестезии, либо одинаково с анестезией. То есть вы должны сравнивать между собой глаза, когда они находятся в одинаковом состоянии. Это очень важный момент. Вот. И она открывает глаза, я проверяю. Ну, давайте, наверное, сделаем перерыв. Что-то я охрипла. Мне надо пойти выпить водичку. Про вопросы не забудьте, не пишите лишних вопросов,
Давайте сходим. Блин, я так много говорю, что у нас пауза. И ходим на 5-минуточку. Я вернулась. Так, 210. А ну-ка вернитесь все оставшиеся. Куда вы ушли все? А потом будете писать. А где же, а как же? Так, если не сложно, хочу взять машинку для теней, отдельно лайнер. Если не сложно, дайте совет, средняя ценовая категория, новичок. Берите из этих двух EZ лучше. XCF, она, во-первых, не безопасная для клиентов, если вы ее неправильно используете, пигмент попадет внутрь, а во-вторых, часто ломается, и вылет у нее плохой, и она опасная больше в плане, она очень скоростная, на ней проще совершать ошибки. Поэтому выбирайте уж лучше EZ. На видео работы тонкая черная линия, продолжающаяся во внешний угол глаза, ниже, чем линия тени. Это что? Не совсем поняла, сейчас посмотрим. Включаем. Видео, мы будем его досматривать. На видео тонкая черная линия. Надо посмотреть. Я поняла. Это двойная стрелка. Нет, это просто в складочке черный пигмент скопился, это просто грязь. Я аж испугалась, думаю, что там за еще одна линия. Это просто здесь как бы нижняя часть века, он же кожа натянутая, приоткрытая, приподнята, и там иногда, Так, если попала анестезия в глаза, что делать? Струйно промывать, струйно, обильно промывать, чтобы все ощущения прекратились. Не забывайте про то, что никаких контактных линз в глазу быть тоже не должно. Нижнее веко, что потекало, я не встречала ни разу в жизни. Ни одного раза, если вы работали на верхнем веке, чтобы отекло нижнее. Да, видите, вот сейчас я там соберу эту черный цвет. Это просто пигмент, который скопился в складочке, если мы об одном и том же. Все, я протираю и прошу приоткрыть клиента глаза, смотрю, не черные ли они там внутри, то есть я как-то пугалась, когда у студента тоже клиент открыл глаза, а там чернота, как в фильмах ужасов, просто черная. То есть она не промывала глаз, там скопилось большое количество пигмента, а ему там не место, не должно быть такого. То есть вы должны следить за тем, чтобы все чистенько было, максимально прям и на коже, и внутри глаза. И проверяете, смотрите, как там что выглядит, тоже бесконечно, как я уже говорила. Когда я наношу анестезию, я всегда осушаю кожу, особенно ту зону, где я ее наношу, потому что мне нужна сухая кожа, чтобы не снижалась концентрация ее и чтобы она сработала хорошо на следующем проходе. Вот, и чтобы она со слезой не растекалась, опять это о снижении концентрации. Там был вопрос, давлю ли я на картридж пальцем, который я как бы просто держу машинку, и он слегка прикасается. Нет, я не давлю, хотя иногда я прям как бы спускаюсь ниже и держу вполне прям за картридж, потому что картриджи стоят плотно, и никакую настройку вы не собьете. Ничего не изменится, если вдруг вы будете давить немножко или держать за картридж, если вам так удобно. Вот. Что тут еще рассказать? Смотрите. Когда там было написано, когда веко, если вдруг все-таки отекло, как работать. Даже если веко отекло и довольно сильно, вы, если поставите пальцы на размер маха, то есть расстояние между пальцами будет на размер маха для вас, и хорошо надавите, как надавите, как я говорила, выпрямите глазное яблоко и растянете кожу, отек вам мешать не будет, но только вот в том месте, где вы работаете. Потому что отек так или иначе иногда случается даже у меня, хоть я и привыкла работать без отеков. И более того, здесь он тоже есть, он виден мне, во всяком случае. Он просто такой малозаметный и как бы вокруг межреснички.
Я думаю, что вы тоже видите, там идет как бы полоса блика. Кажется, что темная, светлая, и потом опять темная. Вот как раз-таки это отек. И я ухожу с глаза, работаю на втором глазу, возвращаюсь, и этого отека уже нету. То есть он прям быстро расходится. И если отек появился, то вы можете очень холодную такую стопочку ватных дисков в холодной воде намочить, положить и попросить, чтобы придерживал клиент, может быть, или просто, чтобы оно лежало само. Анестезию на поверхность я кладу просто мажущими движениями. Вот в районе межреснички я прям как бы чуть подвыворачиваю зону межреснички и машу. Всегда машу. Если клиент особенно какой-нибудь мерзкий, я нечаянно даю ему леща. Говорю, ой, извините. И вам тоже советую. По носу можно стукнуть, если плохо себя ведет. Иногда хочется. Да шучу, я так не делаю, я просто в голове это делаю. Ни разу не делала. Так, что мы там будем дальше делать? Промываю все. Короче, движений можно меньше делать. Гораздо меньше. Но я делаю движений меньше, чем другой среднестатистический мастер, любой. Поэтому я имею в виду вот этих трущих, разглядывающих. Чем вы более быстро и уверенно поработаете, тем комфортнее будет клиенту, тем лучше заживет процедура. Это вазелин, сейчас я мажу. Я его мажу для того, чтобы прям очистилась кожа, чтобы мне было прям четко видно и понятно, потому что вдруг, мало ли, я плохо стерла и думаю, что прокрасила, а на самом деле не прокрасила. Такое очень часто бывает тоже у мастеров. Я сажусь, она говорит, я закончила. Я сажусь, беру, начинаю протирать ту же самую межресничку и половину стираю. Просто она в межресничку не лезла и не стерла достаточно хорошо. И решила, что прокрасила все черненькое. И на самом деле это потом просто стирает клиент дома, либо это у него в виде толстой корки засыхает. Черная слеза вытекла. Так. Ну, тут вот уже, смотрите, в принципе, оба века довольно ярко прокрашены. И вы просто должны смотреть лево-право и где-то какие-то детали, может быть, уплотнять низ, может быть, где-то вытягивать стрелочку. То есть это такие доработки. На обоих глазах вы постоянно туда-сюда поглядывая работаете. Вот. Но я помню, как она хотела ярко, чтобы эти глаза были прям вот такие, то есть краситься очень ярко. У нее, кстати, зажившие губы, это их выставляли. Она была моделью на вебинаре для губ, и у нее обнесло полностью весь контур губ герпесом, но тем не менее остаток цвета прям хороший, то есть она не отдирала корки, и на коррекции там, ну ей в принципе вообще кажется, что все нормально, но я как мастер понимаю, что как бы внешний контур на верхней губе надо внешний контур. Контур на верхней губе надо чуть-чуть проработать, там все-таки герпес часть пигмента унес. Вот, но цвет ее устраивает, ну и меня, в принципе, устраивает, цвет красивый получился. А ее губежки были белые. Надо будет найти ее. Так, здесь что я делаю? Усиливаю зону над межресничкой. Как вы помните, межресничку я еще не красила, еще не работала на ней. И постоянно сравниваю. То есть вот в конце буквально каждые 10 штрихов могут быть уже катастрофически лишними. То есть я, кстати, заметьте, что стрелка, тень вот эта вся, когда без уплотнения возле межреснички, казалась большой, широкой такой какой-то, прям тяжелой. А сейчас, когда я усилила межресничку, акцент стянулся ближе к зоне роста ресниц, и она стала казаться тонкой, ну, более тонкой, более изящной. Это такая игра света и тени, и это то, о чем я говорила на вебинаре по бровям, когда вы делаете бровь широкую, и потом акцентом визуально ее сужаете, делаете объемной. То же самое и здесь. Кстати, хорошо, вот сейчас видно отек на этом глазе. Видите, как свет идет по нему. Еще вы должны работать с учетом отека, потому что там, где отек, кожа как бы более растянута, и это как шарик, который был ярко-красный, когда не надутый, потом вы его надули, он стал полупрозрачный, еле видно розовый.
То же самое, отеком иногда очень сильно растягивает кожу, но здесь он минимальный, но когда отек большой, и вы можете прокрашивать, прокрашивать по отеку, а потом, когда это все сожмется, будет слишком ярко. Поэтому будьте осторожны с отеками на веках. Я начинаю с темного, поднимаюсь вверх и потом возвращаюсь. Иногда тоже такое я движение делаю, чтобы не терять время на как бы протирание лишнее. А самое важное вот в этом моменте не делать лишних штрихов на воздушном как бы крае. То есть вы кладете там 30 штрихов между реснички, потом 20 посерединке, потом 10 у внешнего края. И потом возвращаетесь, вообще больше не трогаете внешний край и начинаете класть штрихи только у серединки только, и опять много штрихов у нижнего края. То есть вы как бы градиент оставляете нетронутым, вот эту верхнюю воздушную часть вы не усиливаете. Почему делаю на этом опять акцент? Потому что многие мастера проходят наверх, там потопчутся, возвращаются вниз, и получается сверху уплотнение. Это некрасиво. И это непоправимо опять, повторюсь. Ну что, когда я уже закончу? Какая-то долгая процедура получилась. Либо я много говорю слишком. То есть на деле-то что, сколько она длится? 1:15? Не так уж и много. Когда я уже начну? Охота поперематывать. Давайте пока одинаковые движения. Я, может, поотвечаю. Гиансан подходит на растушевке. С блоком я никогда не работала, не посоветую. Пигменты наши — это татуировочные пигменты, очень концентрированные. Так, 42 сообщения. Да, девочке надо брови сделать. Она была у кого-то моделью на обучении волоскам. Там 3 волоска в хвосте осталось. Так, шапка у клиента, как всегда, на бикрене. Это святое. Шапка в виде чепчика — это прям святое. То ли она была, то ли она нет. Так. Эскизы теней для разных типов глаз. Слушайте, но... Знаете как? Берете клиента, фотографируете его и просто его глаза вписываете в миндалевидный красивый цвет глаз. Вот тут сейчас сложная зона, сейчас станет видно, как я работаю. Просто я очень сильно поворачиваю голову, там камера не могла увидеть, но все равно видно. Поворачиваю голову к себе очень сильно и прям вот так вот, чтобы вот видеть эту четко кончик стрелочки, чтобы его вытаскивать в никуда. И тоже постоянно протираю, чтобы ни в коем случае там штрихи не расширить к внешнему краю. Они у меня как бы таким зонтиком лежат. Я вообще такой трусливый мастер. Я иногда включаю зверюху тоже, зверюгу. Когда эксперименты делаю какие-то или тестирую что-то. А так я из тех мастеров, которые лучше доделают на коррекции, чем сразу с одного раза и на 10 лет. Вот. Эскизы. Так вот, про эскизы. Просто вам надо постоянно рисовать эскизы. Я реально глаз, сколько людей, столько и глаз. И везде немножко разные эскизы. И как бы я физически не могу прорисовать вам все эскизы. Это, как видите, комментировать просто работу и отвечать на вопросы занимает уже опять пошел 3-й час. Я планировала в 2 уместиться. Если я буду рисовать на большом количестве век, это превратится... Можно снять вебинар, не вебинар, а может быть вебинар чисто по эскизам. Я думаю, может быть, я так и сделаю. По эскизам на брови, по эскизам на веки, на губы, по всем возможным. Но явно не сейчас. По каким причинам пигмент может не ложиться или ложиться, но очень слабо. Бывает не у всех, но такие попадались. Бывает, если вы все делаете правильно, правильно натягиваете кожу, правильно вносите пигмент, то есть нажим правильный, плотность нормальная, игла подает пигмент правильно. То есть если все вот на ваш взгляд вы перепробовали, то тогда уже мы начинаем думать, что
это реально какая-то сложная кожа у клиента, потому что у них есть и уплотнение в коже, и она выталкивает пигмента у кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, на этапе перед тем, как уйти на межресничку и закончить, в принципе, процедуру, я тщательно просматриваю глаза на наличие каких-то пустот, на наличие каких-то, может быть, пятнышек, которые нужно сравнять по симметрии. Смотрите, перед началом прокрашивания межреснички я осушаю кожу и наношу анестезию микробрашем уже, чтобы прям я была уверена, что я ее нанесла туда, куда надо. Потому что мне сейчас нужно будет в один проход пройти межресничку, плотно-плотно прокрасить, чтобы больше туда не лезть уже большим количеством штрихов и с правильным нажимом. То есть у меня нет времени копошиться там и 10 слоев напылять, пока она будет страдать, кряхтеть, что ей больно. Поэтому я наношу анестезию, держу веко, видите, чтобы моя анестезия нанесенная не размывалась слезой. И хоть я и делаю на этом акцент, я уверена, что большая часть из вас завтра об этом забудет, если только вот сейчас обидятся и не забудут из принципа. Потому что очень много информации проходит мимо. Много людей, которые вроде услышали, но не усвоили. И потом пишут: я все делала, как вы говорили на вебинаре, но это не сработало. Сволочь, верни деньги. Что мне только не пишут. Но я не ведусь на это. Ну что, межресничка пошла. Межресничка — это самая простая часть на самом деле. Если вы не освоили межресничку, то опять вам в тень лезть рано, потому что вы должны прокрашивать межресничку с одного, максимум с 2 проходов. То есть если первым проходом считать повреждение кожи, как бы щупание ее, на втором проходе вы должны уже сделать ее черной. Это программа максимум, если там что-то не пойдет не так. И межресничка черная плавно выливается черным кусочком стрелки по нижнему краю вашей коричневой стрелки. Так красивее смотрится, на мой взгляд. Как бы такой прям градиент получается, кошачий, красивый. Вот. Сколько штрихов? Давайте посчитаем на новом блоке каком-нибудь, когда я уйду от стрелки. Сколько у меня там штрихов в межресничке, которая толщиной не больше, там, не знаю, 1,5 миллиметров. Чтобы вы точно понимали, как это важно, много результативных штрихов. Если, смотрите, как я тоже промываю межресничку, то есть я очень мокрым ватным кончиком палочки размачиваю и сухим концом впитываю. Ничего не тру, тереть смысла нету. Минимально трущих движений. Как видите, отека все еще нету. Наверное, я нарисовала эти тени тенями, как там эта тетка писала. Наверное, я брехло. Хочу посчитать сама штрихи, потому что во время процедуры я их не считала. Вот, кстати, тоже, да, правильная вещь. Сейчас она делает, хотела сказать, я делаю у носа самая чувствительная часть. Посмотрите, давайте паузу поставим сейчас на секунду. Паузу ставим, 1, 2, 3. Ага. Так, где мой стилус? То есть у меня получается вот это важный момент, и вы о нем помнить должны. То есть сейчас, смотрите, даже вот этот палец, большой палец, он тоже участвует в натяжении кожи. Я ставлю его, тяну максимально сильно в ту сторону. Ставлю вот этот палец, тяну тоже. То есть они все тянут. Ставлю вот этот палец, и он у меня немножко давит, надавливает, чтобы межресничка вывернулась. Совсем чуть-чуть. И тоже тянет вот в эту сторону. То есть 3 пальца, которые оттягивают максимально. Смотрите, видите, здесь вот даже складка натянулась, образовалась. Я это делаю для чего? Для того, чтобы увидеть зону вот там вот всю, где растут последние ресницы, и где моя линия должна сходить на нет, на тонкое и на прозрачное. Если вы не натянете таким образом, вы просто не увидите это место, не прокрасите его, сядете, у вас вот так будет обрубленная межресничка, и либо, что еще хуже, вы пойдете по верху. Вот у меня такая жопа на глазах. У меня идет
мне делал один из моих мастеров давно-давно-давно. И она прошла вот так вот по верху, и у меня вместо того, чтобы идти внутри, где ресницы, идет межресничка прям по верху. Я все никак это не удалю. Ошибки молодости. Понятно, да, по натяжению? Включаем видео. У носа я работаю на утоньшение, еще раз повторюсь, и на вылет, как бы, чтобы не закончилось все грубой точкой. То есть эта линия должна выглядеть так, как будто на полупрозрачность она уходит. Сейчас новый блок на более-менее широком месте посчитаем. Сейчас вот этот я пройду. Где у нас самое широкое место? Над зрачком и во внешнем уголке глаза. Что-то я уже сбилась, но там у меня уже за 40 штрихов. Причем они у меня вот такие длинные. И потом еще иногда я кладу вот такие поперек. Пока я пользуюсь моментом, потому что там мне надо черно-начерно. И если я начну промывать, у меня весь глаз станет грязным. Поэтому каждый блок я не промываю. Я прохожу настолько, насколько возможно. И старайтесь начинать реально от внутреннего уголка, потому что когда анестезия сработала, и вы начнете от внешнего, пока вы дойдете до внутреннего, она перестанет работать, и вам клиент просто не даст работать в этой зоне. Поэтому начинайте от уголка, и будет вам счастье. И клиенту вашему. То есть она лежит, ей не больно, все абсолютно терпимо, потому что анестезия нанесена правильно, и я работаю быстро. Так, я на всех зонах уже много лет работаю единицей. Я набрала сейчас всяких разных пучков и буду их пробовать. Дело в том, что раньше мы работали китайскими машинками, которые пучки просто не тянули. Вот эти машинки их подтянут спокойно, и я думаю, что результат должен быть очень интересным. Я когда это дело оттестирую, я обязательно с вами поделюсь этой информацией, но пока все мои работы сделаны иглой единичкой. Ничем другим. В общем, я не особенно страдаю от этого, потому что процедуры быстрые, заживают хорошо. Так. Я как опытный мастер не рисую эскиз теней, а как быть нам? Ну, иногда я рисую, когда глаз действительно сложный. То есть здесь мне, в принципе, было понятно расположение акцента. Тенями, знаете как, если у вас возникают такие вопросы, то вам пока рано лезть, потому что если вы зафиксируете некрасивую форму на глазах у клиента, то это непоправимо будет, еще раз повторюсь. Вы должны нарисовать, не знаю, 100 эскизов на глазах подружек, и на каждом вашем клиенте пришел он к вам на губы, а вы говорите, а давайте прикинем, как на вас будут тени смотреться, теневая стрелка, тень и так далее. И только через это вы поймете, как рисовать, потому что глаза настолько разное сложение глаз, форма глаз, что я подумаю, как снять вебинар на эту тему, как на живых клиентах возможно отрисовать, или на моделях в планшете, как это будет эффективно. Мне не хочется брать деньги зря с людей, которые посмотрят и ничему не научатся. А пока вам нужно просто рисовать много эскизов на клиентах. И смотрите на блогеров, которые макияжем занимаются. То есть там реально много информации. Если вы работаете в долговременном макияже, то первое, с чего вы должны начать, это прийти в него из временного макияжа. То есть вы должны виртуозно владеть кисточками, карандашами, тенями, уметь делать эскизы там, и видеть симметрию. А люди просто... Я вчера был бухгалтером, сам себе лицо никогда не красил, и завтра я иду учиться на татуаж. Это неправильный подход вообще. И, наверное, мне надо создать какой-нибудь курс онлайн по эскизам на каждой зоне. Я подумаю об этом. Смотрите, второй глаз. Там, в принципе, то же самое абсолютно, просто другие пальцы используются. Не то чтобы другие, а они выстроены по-другому. Также точно средним пальцем я тяну максимально от себя века,
когда буду прокрашивать межресничку у носа, указательным пальцем и большим пальцем я не выступаю за зону ресниц. Я сейчас вам покажу. Еще раз мы сейчас остановим, я скажу, когда. Потому что я делала акцент на этом в самом начале, как я располагаю пальцы. Давай поставим паузу сейчас. Давайте. Так, смотрите. Помните, да? До этого я работала на вот этой поверхности, то есть на коже века. Сейчас я работаю в зоне, которая была до этого от меня скрыта. Поэтому я изменила постановку пальцев. Поэтому теперь мои пальцы стоят до ресниц. Они не выступают вот так, как до этого, за ресницы и даже трогают щеку иногда в некоторых случаях. Я натягиваю вот этим пальцем кожу вот в эту сторону от себя, потому что это дальний глаз. Вот этим пальцем я плашмя его поставила, как бы чуть-чуть надавила и тоже от себя движение в ту сторону, чтобы мне хорошо было видно, и чтобы межресничка, ее, как ни странно, тоже можно натянуть. То есть можно вот так поставить один пальчик и работать под дряблами за межреснички, потому что она все равно такая вот дряблая. Либо можно вот так вот поставить, натянуть от себя, еще и между собой пальцы натянуть, и тогда у вас будет совершенно по-другому ложиться пигмент. Понятно? Надеюсь, понятно. Вот, поэтому чем сильнее натянута кожа, тем лучше и быстрее ложится пигмент. И тоже много-много штрихов в ширину, постоянно контролируя и чуть-чуть подвыворачивая межресничку, чтобы было видно ее всю, во всю ширину и как бы даже внутреннюю часть. То есть если бы камера сейчас смотрела с той стороны, где у меня машинка, то там было видно бы вот эту часть, где работать уже нельзя, где не растут волоски. Но даже не знаю, как туда добраться, реально с другой стороны, может, камеру ставить. Много штрихов, максимально плотно, максимально в коже. И когда я делаю плотный прокрас, я нахожусь в коже. Вошла туда и туда-сюда шурую. Шурую — новое слово. Какие особенности с работой с цветными пигментами? Я уже перестала пару лет как работать цветными пигментами, потому что клиенты, которые делали цветные тени, спустя год-полтора приходят и говорят: мне надоело, уже сил нету, а удалять цветное очень сложно, прям практически невозможно, особенно всякие зеленые цвета и так далее. Вот, поэтому, ну, в принципе, то же самое, вы впыляете градиент, практикуете красивые цветные переходы на латексе, прежде чем пойти в кожу клиента. Ну, я не рекомендую работать цветными тенями, потому что слишком это надоедает быстро клиентам. Так. Как с нижним веком работать? Нижнее веко — это отдельная песня, вот реально. То есть там работаешь с открытым глазом. Анестезию первичную я не использую на нижнем веке, работаю крайне редко, оно редко кому подходит. Но теоретически можно и об этом снять, не знаю, наверное, видео, вебинар. Но явно сейчас я вам не расскажу и не покажу про нижнее веко, потому что там даже особенности эскиза, правда, другие. Почему может не заходить пигмент в нижнем уголке стрелки? Почему может не заходить пигмент? Всегда одинаковый ответ у меня будет. Плохо натянули, неплотно положили, не на правильную глубину положили. Все, больше других вариантов вообще нету. Там не какая-то особенная кожа, нету. По мокрой коже можно работать после протирания. Теоретически можно, но по мокрой коже, особенно там, где вы плотно прокрашиваете, пигмент растекается, расплывается и мешает работать. Я не очень люблю. Так. Тени исчезают со временем или до конца жизни коррекцию делать?
Тени исчезают со временем, если они положены на правильную глубину. Если вы заглубились и тени легли плотно, то есть некоторые мастера, знаете, как делают? Это вариант для тех, кто не умеет делать тени градиентом именно, то есть техникой не вытягивает. Вы можете сделать черную межресничку и низ стрелочки, потом взять темно-коричневый цвет и сделать миллиметр сверху, прокрасить плотно, потом более светло-коричневый или разбавить с водой и еще миллиметр сверху. И таким образом с расстояния в метр такая работа будет тоже смотреться, в общем-то, как тень. Но это плотный прокрас, просто уходящий от черного к светло-коричневому. Так, здесь модуль квадрон единица 03 RLLT. Боже, зачем вы пишете одинаковый абсолютно вопрос, ребята, девчата? Ну, как определиться с шириной тени? Это зависит от глаза, от пожеланий клиента. Первое время делайте тени маленькие, самые маленькие, какие возможно. Анестезия – это наш коктейль обычный. Абсолютно это лидокаин, адреналин и фенистил. Вот. Межресничку, по сути, я протираю, один проход делаю, протираю и все, мы закончили. Ну, и крайне редко бывает такое, что ты протер и понимаешь, что еще надо доработать, но как бы в идеале нужно работать максимально быстро. Представляете, какую большую работу я делала и как она смотрится, мало ее на глазу на самом деле. Так несправедливо. Какая боль. Так. Ну, в разных ракурсах. Самый эффектный как бы для стрелки ракурс это сбоку, когда ты снимаешь вот эту вот часть, глазик такой открывается, но знаете как, я постоянно вижу, что мастера выставляют один глазик, но не показывают, как это меняет глаз, как это выглядит, там, не знаю, по симметрии. Так, я готова отвечать на все вопросы ваши. Мы закончили просмотр. Ура! Сейчас посмотрю, может у меня есть еще фото этой девочки в телефоне. Покажу вам, если они есть. Всех отправлю. Пишите пока свои вопросы, только, пожалуйста, вы же понимаете, что я уже на часть из них ответила. Не пишите их, ну, повторяющимися. Так. Жопа на глазках. Где заканчивают стрелки у носа? Стрелки у носа заканчиваются в межресничном пространстве, там, где растут последние реснички. Дальше не нужно идти. Так, спасибо за комплименты. Как зафиксировать эскиз? Так, теневой стрелки, чтобы не выйти дальше. Но я же показывала в начале работы, как я фиксирую эскиз. Межресничку я делаю, не меняя скорости, просто я замедляю движение руки, потому что мне надо, чтобы пигмента в коже осталось больше. Понимаете? Так, спасибо за комплименты. Спасибо, спасибо, спасибо. Каковы территориальные ограничения для стрелки, хотя бы принцип построения, например, до складки и не дальше или еще что-то. На прошлом вебинаре по стрелке я рисовала больше гораздо эскизов. По сути, все те стрелки могут быть такими же теневыми или расширены в просто вот в максимально широких местах, а это у нас обычно вот эта вот часть, где века идет вниз. Между тем местом, где века идет вниз, и ваша стрелка идет вверх. То есть вот это самая широкая часть теней всегда. Некоторые мастера советуют добавлять красного в черный, чтобы не ушел в синеву. Для школ и для новичков у нас 1 к 1, но не красный, а кирпично-коричневый такой цвет, который мы добавляем. А я работаю чистым черным.
Так. Делая тень на веках, вы накладываете штрихи друг на друга. Совершенно верно. Я накладываю штрихи друг на друга воздушным краем. Иногда я просто крест-накрест их накладываю там, где мне нужно усилить. Так. Как называется вторичная анестезия? Это коктейль. Народ, пересмотрите вебинар потом. Так. Через какое время так классно стало получаться? Были ли у тебя такие же раньше клиенты? Конечно, были. Вы что? И более того, я экспериментатор. Я не могу не экспериментировать. Я все время что-то меняю. И у меня огромное количество скелетов в шкафу. То есть этих трупов. Как, знаешь, только у врачей это трупы, у меня недовольные модели или какие-то клиенты, где я что-то делала, что им не понравилось. А как иначе, если вы хотите что-то новое придумать, освоить, улучшить, ускорить свою работу, вы все время что-то должны менять, и не всегда это срабатывает. Понимаете? Пожалуйста, покажите, как выглядит на коврике для тренировки. Слушайте, я уже 3 часа говорю и показываю. Реально, я сейчас не буду доставать коврик для тренировки и показывать. Пожалуйста, возьмите коврик и сделайте красиво на коврике обычными простыми штрихами, создайте тень, создайте форму. Это же ваша практика. Если я, опять повторяюсь, если я покажу вам, как я это делаю, это не значит, что у вас получится, понимаете? А вы должны постоянно тренироваться. Сколько лет вы работали в ПМ, начали делать стрелки, как поняли, что пора начинать делать стрелки? Да ну а каких лет, какие лет? Я сразу начала делать стрелки, и они у меня очень долго не получались, но я не унывала. Как правильно сфотографировать? Так, не буду отвечать. Если я вам показываю ракурсы, вы же видите их. Они, ну вот, ищите такие же ракурсы на ком-то, на клиентах, чтобы их применить. Покажу еще ее фотографии. Сейчас прогрузится. Лучше на жесткой работать или мягкой машинке. Но мягкой машинкой обычно называют машинку, которая кладет такой рассеянный штрих. У них у всех сила удара достаточная должна быть для того, чтобы проколоть кожу. В этом случае это был Cheyenne Thunder. 0,3, даже 0,4 иглой можно делать такую же работу вполне. Первый раз слышу про кирпичный корректор, ничего вам не говорили на обучении. Так вы работаете готовыми миксами, мы вас не учим смешивать пигменты. Чем дали вам, тем и работаете, поэтому вам и не говорили. Если в сосуд попал пигмент, но это может быть в зоне межреснички, вам просто нужно вот таким движением, ватной палочкой мокрой, выдавить, все очистить в сторону межреснички. Но это бывает чаще всего все-таки на стрелке, на тенях, чтобы пигмент поплыл в сосуд, это просто невозможно. Чем можно быстренько убрать неудачный штрих, если вдруг получилось? Ну ничем. Ну ничем вы не уберете его. Не знаю, кто-то говорил про перекись, но я ни разу не пробовала. Я боюсь перекисью лезть в поврежденную кожу. Есть ли смысл делать тени иглой 0,25? Ну, у вас она получится гораздо более нежная, но, скорее всего, вы будете работать дольше. Что для теней Cheyenne или колорика? Я не пробовала колорику, и мне не нравится, что она работает на каких-то китайских модулях, поэтому я бы выбрала Cheyenne. Если стрелка очень близко к носу, в чем вопрос? Как быть, если стрелка? Никак не быть. Пишите свои вопросы такие, более понятно. Зачем нам продавать сейчас плотную стрелку, говорить про эскизы на плотной стрелке, если хотим услышать про эскиз теневой? Затем, что, во-первых, вам совершенно точно необходим этот вебинар, потому что у вас вопросы такие возникают, а во-вторых, я там делала, по-моему, 5 или сколько-то, 6 или сколько эскизов на сложных веках, и все то, что там нарисовано на стрелке, можно делать теневой стрелкой, просто чуть более широкой и с чуть более мягкими границами, понимаете?
И я не учу вас работать широкими тенями, большими, какими-то огромными. То есть вся моя работа в итоге выглядит так, что это как, знаете, ежедневный макияж, он не декоративный. Потому что она очень мягкая, потому что очень много полупрозрачной части, которая почти не видна, очень, ну, такая мягкая. И если ее... давайте сейчас у меня тут прогрузилось, я порисую. Ну-ка мне этот, как его, планшет, чтобы было видно. Смотрите на ее веки. Если взять этот глаз и обвести работу, которую я делала, я делаю иногда стрелки толще, чем эти, реально плотные стрелки. То есть просто здесь большая часть градиента, он вон туда уходит, и он почти не виден, он полупрозрачен. Ну вы видели, какая площадь там была. То есть вы можете абсолютно спокойно делать все эскизы теневыми, которые я показывала на плотной стрелке. И еще раз повторюсь, если вы не знаете, как рисовать тени, это проблема. Как украсить глаз, как сделать его красивее. То есть реально, значит, надо делать какой-то вебинар, где будет, не знаю, 10 глаз разных, и на них нарисован эскиз. Потому что, ну вот конкретно на этом глазу можно было нарисовать несколько тоже вариантов теней в зависимости. Можно было вытянуть сильнее, вот это все прокрасить плотно, можно было вот такой уголок прорисовать, но это же все из области уже маразма. Я за ежедневный макияж, такой, с которым можно ходить постоянно. Поэтому еще раз, все мои тени можно сделать вполне и как, знаете, толстую стрелку, просто у нее будут четкие границы. Все мои теневые стрелки. И эскизы, которые я рисовала на предыдущем вебинаре, очень-очень вам подойдут. Так, что еще? Спасибо вам, мастера, за оценку работы, потому что я, знаете, как я начинаю испытывать некое раздражение, когда без пожалуйста, спасибо, как будто я тут какой-то раб, который обязан всем ответить на все вопросы. Тут 250 человек в эфире было, я всем обязана на их лично вопрос ответить, нарисовать все, что они заставят меня сделать. Но нет, это не работает таким образом, понимаете? И я сомневаюсь, что настолько же подробные вообще вебинары вы где-то найдете. И я вообще буду просто игнорировать вопросы, которые в таком тоне мне заданы, понимаете? Поэтому имейте это в виду, когда пишете. Так. Не выглядит ли теневая стрелка через несколько лет как грязное расплывчатое пятно? Еще раз повторюсь, это очень похожий вопрос про волоски. Не выглядит ли как пятно, как пятнистая фигня какая-то на бровях. То есть это зависит от того, как вы правильно положили пигмент. То есть чаще всего по мере, знаете, уходит пигмент примерно с одной скоростью. Если здесь его мало, а здесь много, то там, где мало, уйдет полностью под чистую кожу, а там, где много, сожмется до варианта мягкой такой карандашной стрелки. Это то, что я наблюдала на клиентах спустя большой срок. Поэтому нет, она не выглядит как расплывчатое пятно и не плывет, и границ своих не меняет, только как бы бледнеет и сужается. Как получить сертификат? Вы должны сделать работу на веках, прислать ее, и я думаю, что как и на всех предыдущих экзаменах, она должна проходить по нашим критериям, быть симметричной, качественно прокрашенной, и не торопитесь делать экзаменационные работы. Условия мы, не знаю, как мы отправим, как мы это делаем обычно. Постуход, как и все зоны, промыть с мылом. Вот эту зону промыть с мылом просто ватным диском аккуратно. И межресничку хлоргексидином с палочкой. Чтобы вытащить максимально весь пигмент из кожи, с кожи вернее. И все, потом на сухую. Нет смысла мыльной водой вытирать, это не имеет смысла, это незачем делать, я не вижу никаких объективных причин это делать, понимаете?
Спасибо. Так, у меня убегают вопросы. Так, спасибо, девочки. Давайте напоследок поставьте мне оценку по 10-бальной. Так, убежали, куча вопросов. Калорику. Слушайте, я не пробовала калорику. Просто я не могу сказать ничего про нее. Thunder или Dragonfly. Я выберу Thunder, потому что на Thunder вы можете работать модулями, а Dragonfly, насколько я знаю, все еще работает вот этими длинными иглами. Мне это не нравится. Я делаю по межресничке 4 прохода. Научиться плотно класть пигмент вам нужно и на правильную глубину. Это придет к вам с практикой. На сосудистых веках тень опасна, знаете, в каком плане? Иногда бывают настолько выпуклые сосуды, что по ним ложится пигмент, вы не можете выпрямить. То есть вы выпрямляете кожу, но не можете вот эти сосуды, они все равно выпуклые. И вот только в этом плане вы, скорее всего, напятните на очень сосудистых веках. Но часто сосуды как бы сжимаются после того, как вы повредите кожу, нанесете анестезию. Они сжимаются, и вы сможете прокрасить. Так, все, по-моему, надо останавливаться. Спасибо всем. Как сделать коричневые тени? Я всю процедуру делала коричневые тени. Они коричневые, они не черные. Там черная только межресничка. Сейчас я дойду. Где тут у меня? Они коричневые. Смотрите, это коричневый цвет. На большом увеличении это как бы вот видно точечки, но это разойдется коричневой дымкой. Понимаете? Это коричневый цвет. Вот здесь плотный в районе межреснички, плотно уложенный коричневый, а внутри межреснички это просто черный. Поэтому грузись. В разных ракурсах видите, как выглядит. Она сужается на нет, уходит к межресничке. И это коричневый, холодный коричневый цвет, который... Так, там старые какие-то фотки. Что тут у нас? Лишь бы какая-нибудь фигня не вылезла. Ну это вот просто с телефона. Короче, века, когда натянуто, и века, когда отпущено, расслаблено, оно как бы вот так сжимается. Особенно сидя, когда сидит человек под воздействием гравитации, тоже получается... А здесь что у нас? Так, ладно. Если модулями на стрекозе можно, то я думаю, что это отличный аппарат, я работала ими. Про машинки не буду говорить, о пигментах тоже не буду говорить. Это теневой. Теневой мастер-класс, теневой онлайн. Поэтому говорите. Спасибо всем, девочки. Так. Спасибо большое. Ну все, давайте заканчивать, когда меняли ли вы скорость аппарата, когда... Нет, еще раз я не меняла. Та же самая скорость, я замедлила просто движение. Если я еще не могу за 2 прохода делать межресничку, то лучше в теневую еще не лезть. Не в этом дело, как бы вы должны уметь быстро прокрасить межресничку. 2 прохода это вполне нормально. Вы должны научиться работать без стыков. То есть если вы делаете градиент на бровях хорошо, если вы на губах делаете переход от яркого к светлому, то можно, вполне можно лезть, пробовать и работать. Что тут еще? Вылет иглы. Тоже я во всех вебинарах говорю. Все, я охрипла, народ. Всем спасибо, что вы были. Еще раз повторюсь, вы должны идеально освоить штрих. Вы должны владеть идеально эскизом. Я подозреваю, что все-таки мне придется либо вебинар, либо вообще прям онлайн курс записать по эскизам, потому что это боль и проблема на всех зонах у мастеров. И я вам рекомендую, прежде чем лезть в эту такую деликатную, сложно поправимую зону, как теневая стрелка или вообще тени на веках, освоить идеально штрих. Естественно, с нами, с нашими кураторами. Как это сделать? Перейти по ссылке в моем профиле. Там есть полный список вебинаров, в том числе обучения. И здесь вам в чат наверняка кидали наш сайт по обучению, где вы можете пройти с нашими кураторами в онлайне 40 с чем-то уроков в течение 2 месяцев. Сейчас вот вам кинут ссылку
Короче, самое главное не работать со стыками. А если вы все еще работаете со стыками, пройти дистанционное обучение или просто исштриховать километры латексов и бумаги, чтобы научиться работать без стыков. Вы должны работать сериями точек. Все, я повторяюсь, я уже говорю одно и то же. Всем спасибо, что вы сегодня были. Сегодня было больше, чем вчера. И всем пока. На следующей неделе встретимся с кем-то на последнем курсе по волоскам. И пока новых я еще не запланировала вебинаров, но я сейчас думаю о следующих темах и вообще об онлайн-обучении, за которым будущее. Все, всем пока.